Ты хороший боец. Я неплохо умею обращаться с мечом. А лук — это вообще мой конек. А почему ты спрашиваешь? Зачем? Последнее время у фермеров все больше проблем с полевыми хищниками. Нескольких крестьян эти твари даже съели. А этот жирный онар не видит здесь никакой проблемы. И в этом есть моя вина. А остальные наемники Где это? в центре поля. Вон. Мы могли... Ты хочешь помочь? Я хочу... Ох, тогда ладно. Хорошо. Давай атаковать гнездо. Прямо сейчас? Ты бы мог сходить сначала. Лучший во... Хорошо. Так я их убил всех. Так вот, куда они уволокли мертвых фермеров. Какая мерзость. Похоже, все эти грязные твари уничтожены. Пойдем назад. Подожди минутку. Что насчет нашего соглашения? Ты шутишь? Ты же вообще ничего не делал. Я думаю, тебе не помешает еще одна трепка. Мне не нравится, когда меня обманывают. Я весь дрожу. Я весь дрожу. Блять. Да за что? Ну что ты скажешь на это? Ну? Ох, моя голова. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты лучший боец. Чего ты хочешь? Я думаю, тебе не... Какого черта тебе? Мне очень хочется посмотреть, как ты будешь валяться. Мудохаю просто каждого наемника. Просто так. Реально шутер просто. И как космический десантник. Там ничего нет.
Шишки на пол. Ты действительно веришь в это? Рано или... Я хочу У парня с таким ударом, как у тебя, не должно Мой голос немного значит, так как здесь я не очень давно. Но если ли... М. наем. Правильно. Эй, теперь я вспомнил, где видел тебя. Ты тоже был в колонии. Ай, так было. Я не видел тебя, когда все рвануло. И незадолго перед этим тоже. У меня были другие проблемы. Тогда ты многое пропустил. С тех пор многое изменилось. Что стало с наемниками из колонии? После того, как барьера не стало, Ли вывел нас из колонии. Он сказал, что нам ничего не страшно, если мы будем держаться вместе. И он был прав. Вскоре мы нашли здесь себе тепленькое местечко. Лендлорд платит нам, чтобы мы не пускали ополчение из города. Хотя большинство из нас готово делать это даже бесплатно. Онор кормит нас всех, и мы можем спокойно ждать, когда подвернется возможность убраться с этого проклятого острова. Ты Да, я могу показать. Ага. Так, с этим разобрались. Ты просто послушай. Я полностью с тобой согласен. Ничего не изменится. Это не новость. Он ничего не хочет знать. Плоскогорье. Ты действительно веришь в это? Какая беспечность. Че подойду? Я в туалет. Так. Туалетус. Обоссывайтус.
О, драконь корень. Там ничего нет. Шишки. На полуши. Докс. Скажи шишки-шишки на пол шишечки. Это хочется послушать. Если ты здесь, конечно. Эй, ты! Все в порядке. Еще один паденный рабочий, который не знает, чем заняться. На это не стоит надеяться. Ты уже знаешь, что я думаю. Ты здешний фермер? Можно сказать и так, хотя на самом деле я простой арендатор. Вся земля здесь принадлежит одному крупному землевладельцу. Некоторые проблемы решаются сами собой. Но он настаивал, что ему лучше знать. Как ты зарабатываешь на жизнь? В основном охота и рубка леса. Ну и, конечно же, мы также выращиваем овец и работаем в поле. Онор навязал мне всех этих работников, и мне приходится чем-то занимать их. Всего несколько из них хорошие охотники, понимаешь? Я ничем не могу помочь. Как будто у меня без того проблем не хватает. Пастуху Бальтазару запрещено появляться на твоих пастбищах? О, да. Это долгая история. Я сказал ему, что Секоп должен платить деньги, если хочет пасти своих овец на моих пастбищах. По правде говоря, это всего лишь отговорка. Я просто на дух не приношу Бальтазара. Это абсолютно очевидно. Ты нанимаешь паденных рабочих? Онор увольняет работников, которые не нужны на его ферме. Затем он посылает их ко мне, я кормлю их, и они работают на меня. Это действительно правда. Ему стоило лучше. Вас тут так много. Почему вы не можете справиться с ополчением сами? Да, нас много, но мы не сможем противостоять хорошо обученным бойцам ополчения. Ты действительно веришь в это? Что ты думаешь об Анаре? Это жадный ублюдок. Из-за него нас всех повесит. Однажды придут паладины из города и заставят нас, мелких фермеров, расплачиваться за все, что он наделал. Но у меня нет выбора. Ополчение приходит сюда только за тем, чтобы собирать налоги, а не за тем, чтобы защищать мою ферму. Если я буду проявлять лояльность городу, я останусь совсем один. А так Онор хотя бы иногда присылает наемников посмотреть, как мы тут живем. Не говори, что ты не знал этого. А что ты имеешь против королевских войск? Это очевидно. С тех пор, как паладины прибыли в город, не видно никаких улучшений. Скорее наоборот. Теперь это чертово ополчение стало появляться у нас даже чаще. Они воруют все, что только могут, а паладины ничего не делают с этим. Единственные паладины, что я вообще когда-либо видел, это вон те два стражника у прохода. Они не пошевелятся, даже если ополчение вырежет нас всех. У прохода? Да, проход в старую долину рудников находится у водопада, в другом конце этого плоскогорья. Спроси Малака о нем, он там бывает пару раз в неделю. Я должен решить твою проблему с ополчением. Что? Я сказал Онору, чтобы он прислал своих наемников. Это мой шанс проявить себя. Ужас! Да ты знаешь, что ополчение сделает со мной, если у тебя ничего не получится? Эти ублюдки заявляются сюда каждую неделю и собирают налоги в пользу города. Ты как раз вовремя пришел. Они могут появиться в любую минуту. Это абсолютно очевидно. Ну и где твое ополчение?
Я Еды. готов разобраться с ними. Вон, они уже идут. Видишь, я же говорил тебе. Только не подведи. Это было всегда очевидно. Посмотрите на него, еще один клоун! Что ты здесь делаешь, а? Кто ты, черт тебя побери? Как будто у меня без того проблем не хватает. Я хочу, чтобы вы исчезли отсюда. Так, то есть ты хочешь, чтобы мы исчезли? А что будет, если мы этого не сделаем? Если все Эй, будет по-другому, Ты действительно думаешь? В таком случае вы больше никогда не сможете беспокоить этих фермеров. ты откусил больше, чем можешь проглотить, кретин. я бы сделал по-другому. Блять. О, Некоторые... Сука. Другое оружие стоит. А еще встретимся! Да... Блять, сука. Это было всегда очевидно. умный посмотрите на него, еще один клоун! Что ты здесь делаешь, а? Кто? Слышал другое. Я твой худший кошмар. Считай, что ты уже труп. Ох! Тебе должно быть жаль этого беднягу. Блять. Это было всегда очевидно. Посмотрите на него. Кто ты? Это именно так, как я сказал. Я... Это действительно правда. О, Блять, ёбаный Мой рот. бог! Драка! Классно. Да. Ради вас, как говорится. И новой игры какой-нибудь, которая будет на канале. Всё это ради вас, товарищи. Так. Если все будет по-другому, Твои проблемы с ополчением уже в прошлом. Неплохо.
Может быть, хотя бы этот месяц я буду не в убытке. Спасибо. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Это не новость. Ты уже знаешь, что я думаю. Это действительно правда. Типа двухместная кровать. Нет ничего нового. Я слышал другое. Что ты делаешь? Я пасу овец. Но иногда нужно быть очень внимательным. Я бы сделал по-другому. Я не вижу здесь женщин. Ты прав. Это мужская ферма, так сказать. Гачи ферма. Это даже к лучшему, мне кажется. Что ты знаешь о проходе? Немного. Только то, что он ведет в старую долину рудников, которая была окружена барьером еще несколько недель назад. И тогда единственное, чего нужно было опасаться нам, фермерам, это ежемесячного каравана, доставляющего различные грузы в долину рудников. Эти головорезы сильно усложняли нам жизнь. А ты был в долине рудников? Нет. Но иногда я пасу овец рядом с проходом. И я всегда вижу там двух паладинов, стоящих на страже. Похоже, они там, чтобы никого не выпускать из долины. Раньше долина рудников была естественной тюрьмой. Если ты попадал туда, ты уже никогда не мог выбраться назад. Где мне найти проход в старую долину рудников? Около 2 водопадов, на друг... Что? Разное. Некоторые говорят, что слышали крики по ночам. Другие видели странный свет над горами. Но я думаю, что это все пустые сплетни. Расскажи мне об этих паладинах. Как давно они стоят здесь? Неделю или 2, по-моему. Я точно не помню. Не так давно тут был даже целый отряд паладинов. Они прошли через проход. С тех пор я их больше не видел. Смотри, не перетрудись. Я попробую. Это именно так, как я сказал. Это все сплетни. Я бы не доверял тому. Раньше нам удавалось не подпускать орков близко. Но в Фермер. последнее время их становится все больше и больше. Нет ничего нового. Это не крестьянин, а фермер прям. Впервые такого вижу. Я слышал другое. Посмотрим, что будет дальше. Он слушал не тех людей. Найс.
Овечки. Ага. Эй! У тебя здесь просторно. Да, мне здесь нравится. Но если ты пойдешь вон по тому проходу, ты можешь переменить свое мнение. Если этот клочок земли произвел впечатление на тебя, значит, ты еще не видел долины рудников. Кто ты? Меня зовут Гаан. Я охотник и работаю на Бенгара, фермера, владеющего этими высокогорными пастбищами. Я провожу большую часть времени на природе, греясь на солнце. Ты можешь научить меня охотиться? Нет проблем. За 100 золотых монет я могу показать тебе, как выпотрошить животных, которых ты убьешь. Шкуры и другие трофеи можно выгодно продать на рынке. Вот. Спасибо. Чему? Это зависит... Долень когтей. Звери, твои руки должны быть слегка скрещены. Затем нужно отрубить когти сильным ударом. Торговцы всегда готовы выложить кругленькую сумму за когти. Чему ты Это зависит... Возвращайся, когда у тебя будет больше... В смысле? Ёб твою мать. Подожди минутку. Как охота. Как охота? Последнее животное, которое мне удалось убить, вот уже несколько... Он не только убивает все, что... А как выглядит? Я точно не знаю. Даже волки боятся его. Этот зверь как-то оторвал одному волку голову. Нихуя себе. Маркариш. Откуда пришел этот коварный зверь? Откуда-то издалека. Может быть, и я никогда не... Сколько-то... Я бы отдал тому, кто убьет этого... 30 золотых монет. Не очень-то много. Что мне нужно знать о долине рудников? Понятия не имею. Я видел эту долину только мельком. Надеюсь, хотя бы опыт По большой мне будет. там слишком опасно. Лучше всего, если ты пойдешь туда по проходу. Держись протоптанной дорожки. Ты можешь пойти либо через большое ущелье, либо по дороге через каменный мост. Этот путь короче и безопаснее. Теперь, когда орки роются повсюду, нужно быть очень осторожным. Мне совсем не хочется тащить тебя к ведьме-целительнице. Ведьме-целительнице? Ее зовут Сагитта. Она лечит фермеров и других людей, живущих вне города. Очень загадочная женщина. Никому не нравится ходить к ней. И все обожают распускать о ней сплетни. Но если ты заболеешь, ты нигде не найдешь лучшей помощи, чем у Сагиты. На ее кухне, полной целебных трав. Ты найдешь ее в лесу за фермой Сикоба. Как охота? Последнее животное, которое... Вот уже не... Он не только...
Нечего взять. Это не удивляет меня. Так, окей. Мгм. Блин. Еще 5000 опыта, ёпта мать. До следующего уровня. Хм. А, кстати, что они там закончили, нахуй? Вы долбаное состязание. Плохо. Да ну. Ничего не закончили? Вот ты где, Ой, наконец-то. Я ждал тебя. Что случилось? Состязание, кто кого перепьет, наконец-то закончилось. Кто победил? На этот раз Рэндаль. Рухару нынче не повезло. Я надеюсь, это было в последний раз. Я не хочу, чтобы подобное повторялось в моем доме. Заруби это у себя на носу. Ебать, он доволен. Подожди минутку. Похмелье? Нет, я чувствую себя отлично, правда. Все наконец получилось. Спасибо еще раз за деньги. Вот, получи их назад. Похоже, Рухар не скоро еще оправится после этого. Нормально. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Вот твои деньги. И больше я ни слова не скажу. Ничего такого. Я еще Покитается еще. Ой, блин. Едь в город. Так. К алхимику надо зайти. Эксперимент-то удался. Сколько народу я уже вырубил-то? Есть. Да и стрелу купить надо. 3000 долларов. Скоро 4 будет. Богатею. Так. По идее, по алтарям пройтись.
Они убираются еще, походу. Если я был там. Это хорошо. И муха не вижу. Угу. Все-таки игра тормозить достала. Готика 2 тормозит. Я слышала другое. Ну и привет. Мой муж думает по-другому. Я видела это сама. Кто это сказал? Я всегда это говорила. Я видела это сама. Если бы я не видела это собственными глазами, это ужасно. Как это типично для него, правда? Я ей больше ничего не скажу. Ему нельзя доверять. Все будет только хуже. Ему нельзя доверять. Как это типично для него, правда? Я слышала другое. Я всегда это говорила. Я ей больше ничего не скажу. Ему нельзя доверять. Не говори об этом никому. Это секрет. Я видела это сама. Ты хочешь сказать? Наконец-то новый меч. Если бы я не видела это собственными глазами, кто-то должен делать это. Все об этом знают. Если бы я не видела это собственными глазами, Покажи мне. слышала другое. Не говори об этом никому. Я всегда это говорила. Совсем в жизни не стало. Что ты знаешь? Хорошо, я Я скажу. больше ничего не скажу. В портовом кабаке постоянно ошиваются какие-то темные личности. Готов поклясться, что бармен... Секрет. Если ты хочешь выследить этих воров, ты можешь притвориться, что ищешь какую-нибудь... Но будь осторожен. Как это типично для него, правда? Покажи мне. Я слышала другое. Кто это сказал? Все об этом знают. Кто-то должен делать это. Он не может угодить всем. Кто-то должен делать это. Мой муж думает по-другому. Кто это сказал? Совсем в жизни не стало. Я ей больше ничего не скажу. Правда? Как интересно. Я всегда это говорила. Но это ужасно. Все об этом знают. Он почти не отдыхает. Если бы я не видела это собственными глазами... Но это ужасно. Я не верю в это. Как это типично для него, правда? Ему лучше заткнуться. Я видела это сама. Угу. Но это ужасно.
Мой муж думает по-другому. Покажи. Я видела это сама. Ему лучше заткнуться. Я видела это сама. Но это ужасно. Но это ужасно. Я слышала другое. Я не Круто. верю в это. Но это ужасно. Так, перезапустим игру. Hello, Osman. Hello. How are you? Но Адонас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Yeah. You are Osman from Turkish. Of course, I remember you. How are you doing? Your game is not picked yet. Yeah, good, good. And at last week I cure my pain teeth, my teeth, and I now feeling fine, really fine. And I'm playing Gothica 2. It's И как very я это сделаю? fun game, but it's too long. It's too long game, but Это море fine освободилось, game. и появились различные создания. Деревья и Мне нужно лечить. Зачем? О, Тогда права... Проваливай. удовлетворен тем, что вышло. Он был доволен всеми существами. Я теперь даже не знаю, кому верить. Никто ничего не учится. Ладно, не говори мне об этом. Окей. Он не может Наши быть. дни даже и не знаешь, кому верить. Я не верю в это. Даже не знаю. эй! Я использовал свиток. Отлично, отлично. У тебя все получилось?
Да, заклинание сработало. Yeah. Превосходно! Может, с точки зрения науки это не очень большое достижение, но для меня оно очень много значит. Теперь я могу уделить тебе время и обучить тебя искусству алхимии. Я также могу продать тебе что-нибудь полезное, если ты, конечно, хочешь этого. Обучи меня искусству. Чтобы приготовить также... Обучи. Что? Покажи мне свои товары. Yeah, Osman. See ya, bro. Good to see you. I hope you're gonna come to see me again. Dick. Новый табак. Тут надо бы включить песню из «Во все тяжкие». Заглавную тему с опенинга. Очень подошло бы сейчас. И как я это сделаю? И как я это сделаю? Покажи. Я видела это сама. Он не заслужил этого. Ты можешь? Если еще Не могу поверить в это. Если все будет... Покажи. Он все время знал об этом. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Никто ничему не учится. Это не удивляет меня. Покажи. Не говори, что ты не знал этого. И человек убил зверя. Эй, ты! Я хочу узнать новые рецепты зелий. У тебя есть какой-нибудь опыт в алхимии? Да, есть. И ты все еще жив. Это неплохой знак. Я думаю, что могу показать тебе несколько рецептов. Но это зависит, конечно же, от того, что ты хочешь узнать.
Каким рецептом ты можешь обучить меня? Есть несколько. Выбирай. Чтобы приготовить лечебный экстракт, тебе понадобятся лечебные растения и луговой горец. Кипятить Да. этот экстракт нужно очень осторожно. Каким рецептом? Есть несколько. Покажи мне. Сильно зачитался. Покажи мне. Что читал? И все, что создал Иннос, было Белиаром уничтожено. Читаю периодический сборник викторианских детективов. Экзотично. И как я это сделаю? Окей. Эй, ты! Опять ты? И ты, опять ты. Я хочу продать. Хорошо, отлично. Расскажи мне о мечах. Создание магического меча – очень сложный и дорогой процесс. Но в результате получается очень удобный и практически не тупящийся меч. Это очень хороший меч. Но все его достоинства раскрываются только в руках паладина. Меч Почему? паладина освещается самим Инносом. В результате он становится зачарованным оружием, Хрена себе. наносящим огромный урон врагу. Я хочу купить меч из магической руды. Я продаю магические мечи только паладинам. И только по одному в одни руки. Я хочу. Я продаю... Что ты будешь делать-то? Ладненько. Так, деньги. Угу. Ага. Пойдем к алтарю. Там был алтарь Инноса. Не могу поверить в это. Это было всегда очевидно. Я не был бы так уверен. Что-то у меня такое ощущение, что мы очень сильно продвигаемся по, ну, вообще в прогрессе игры. Вы скажете, этого не видно, но на самом деле очень даже да. Сейчас мы примкнем наемникам, получим охуенный сет брони и все. Просто будем жесткими, крутыми. Просто неимоверно крутыми. Ну, пора продвигаться. Это да, это да. Но, типа, не то, чтобы я сам, типа, хотел вот так вот, ну, как-то медленно продвигаться по сюжету. Просто, ну, типа, так получается. Сам по себе игра очень длинная. И игра просто не щадит. Не щадит. И гринда тут очень много. То есть не прокачанным
персонажем, ну, очень трудно продвигаться. Очень-очень трудно. Ты благодарит меня за молитвы, спасибо. Я думал, он опыт, точнее, бонус какой-то даст. Алтари всякие разные бонусы дают. Да, грин тут, конечно, да. Но он порой чисто, ну, слишком душный местами. Но порой он такой, знаешь, медитативный, что ли. Ну, то есть ты не замечаешь его. Просто бегаешь, мочишь, охотишься, типа. Не то, что вот прям толпа таких врагов была. Ну тут типа, ну естественных врагов много. Гоблины, там, волки, всякие разные твари. Но благо еще бандиты редко встречаются. И это, ну, нормально. Ардосу, кстати, расскажем о том, что было. Я вот хочу научиться алхимии нормально, чтобы я мог создать эликсир силы и ловкости. Да я буду вообще мощнецким. Эй! И что нам делать? Мы должны... Ты должен... Ок. И Лестер. Ты... друг... Ясно. Зря сюда прибегал. Зря. И вот еще один негативный момент в этой игре. То, что... Ну, с одной стороны, это типа, ну, как бы придает игре какой-то шарм. Даже, не знаю. Я вот имею в виду то, что короче, тут нет быстрого перемещения и какого-либо транспорта. Это вообще просто жопа на самом деле, ну типа... Я бегаю пешком тут везде. Мне еще бегать дальше пешком. В этом вся беда. Но с другой стороны это придает какую-то атмосферность. И в свое время считалось типа реалистичным РПГ. Типа, понимаешь? Реализм, типа, был какой-то в свое время. Играешь такой и думаешь, ох, фига, какая реальная игра. Вот меня унижают в этой игре. Нет никаких фаст-тревелов и тому прочего, просто. Еще всему учишься. То есть у тебя не всесильный герой. Она этим и цепляла. И когда ты достигал каких-то высот, когда ты убивал кого-то, вот ты ощущал то, что да, ты, ну типа, ты сделал это. Это как бы радует тебя, когда ты что-то делаешь. Печенька. Реализм фэнтези, да. Блядь. Хотя... Не-не-не. Я ссыкую. Маркарис это, конечно, страшные твари. Так, я тут завалил своего первого орка. Черный гоблин где-то есть. Пальнуть.
Нормально. Их было много. Так-то. Так. У них так мало золота всегда. По 5 золота или типа того. Их как будто отпускают в лес. 5 золотом типа, покушать что-нибудь купишь себе, типа, не знаю, яблочки там. Странно так. Или на проезд. Доберись до материка, там где, люди тусуются. И что-то в этом роде. Так, интересно, куда это идет? Я куда-то иду. Пещера. Это стрёмное. Звук, музыка такая еще. Я разорву тебя на куски. Ты чё за хуй? Бандит, ясно. Хотя, пойди сюда. Косячок у него в кармане. Я разорву тебя на куски. Сейчас ты получишь. Блять, хуй вас так много-то, ебаный рот. Блять. Чил, подонок! Да, я получил. Так, давай сначала с лука начну, потом на меч перейду. Я разорву тебя на куски. Минус 1. Так. Тактик, давай, тактика врубай, блин. Я вообще. Бля, в тупую стреляй тогда, в тупую стреляй.
Да убить его, все. По сути, бомжи какие-то. Но, блин, когда их много, эти бомжи опасно. В общем, это опасные бомжи, опасные. Просто меч. Просто... А. Ой, великолепная система, просто офигенная. Так. Ух. Хотя бы так отмычки еще. А то я с одной единственной отмычкой все это дерьмо взломал. Не знаю, может быть, я для кого-то сделал одолжение. Кого-то избавил от проблем. Кого-то избавил от проблем. От каких-то бандитских проблем. Так. Самая большая угроза в этой игре — это, конечно же, дракон. После дракона идет тролль огромный. И после тролля Мракарис. Вот если я буду убивать Мракарисов, ну, без проблем, тогда можно считать, что я готов пройти игру или типа того. На самом деле, конечно же, нет, но тем не менее какая-то более-менее такая готовность будет. Блять, ебать, он страшный. Я еще далек от убийства Мракарисов, далек очень. Я еще не могу их убивать. Это 100% ясно. Ну, разве что могу заобузить, если получится. Попадет. Такая дистанция непреодолима, видимо. Блять. Камень не спас. Ну все. Забудем. Мракарисе. Забываем навсегда. Ну, по крайней мере, пока что. Пошли до наемников. Они готовы принять меня в свои ряды. Сапер.
О, Из этого не выйдет ничего хорошего. нас чешется. Да. Вот что печально в этой игре, то что реализм. Блин, тогда я думал так, не сейчас. Сейчас мне думать о том, что игра реально. Ау. Покажи мне свои товары. Корочку продадим. Так. Мне бы мензурку. Так. Что я хотел-то? Ой, мензурки. Я знал, что это будет проблемой. Ну да, раз уж я здесь, может сразу с гильдией воров разобраться. Ча. Нам остается только ждать. Тебе должно быть жаль, если он этого не видит. Я ничем не могу помочь. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Это абсолютно Мне известно. Так может продолжаться вечность. Ты действительно, если он это об этом раньше. Что? Орки Я только... самая большая. Если честно, Это именно так же. Ты уже знаешь, что я думаю. Ты знаешь что-нибудь о городской гильдии воров? ну и вопросы ты задаешь. Конечно, здесь есть гильдия воров, как и в любом большом городе. И каждый более-менее стоящий вор, вероятно, как-то связан с ними. Ходят разные слухи. Ты знаешь, где мне найти гильдию воров? Не обижайся, но даже если бы знал, не сказал бы. Эти люди обычно очень жестко реагируют на такие вещи. Если ты собираешься связаться с ними, тебе нужно быть поосторожнее. Никто ничему не учится у меня. Все возможно. Ничто не изменит. Это плохой бизнес. Дай мне Так может продолжаться вечность. Так. Это все слухи. Это давно. Может быть, на Гура нагнуть. Он явно как-то связан с этими гильдиями. Умный мальчик. Сейчас ты получишь. Пойдем, пойдем. Чего ты ждешь? Задай его. Пойдем, 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 пойдем. Сейчас. Пойдем на Гуру. Да, как раз то, что нужно. Я хочу без свидетелей его обшмонать. Что мне потом вором не называли. Блин, у него нихуя нету. Окей. Ну, мы еще посмотрим. Подожди минутку. Ну и удар у тебя. Чего ты хочешь? Окей. Фига тут народ собрался.
Где ты это услышал? Первый раз слышу об этом. Все возможно именно так, как я сказал. Ты знаешь, Конечно! Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я бы не доверял Как тому, становится жарко, эти- Я теперь даже не знаю, подумывал, кому верить. Все старое, все старое. Посмотрим, что это именно так, как я сказал. Это было так, как ты уже подумывал об этом. ну, Тебе должно быть жаль этого месте, я бы это... Ты больше... Я что-то Я- слышал. Я сразу... Боим... Сейчас... Как будто у меня без тобой... Эй, ты! Я теперь даже не знаю, Хм. заслужил я, кому верить. Это абсолютно очевидно. Никому не интересно. У меня собственное мнение на этот счет. Подожди-ка. Ходят разные... Кто сказал тебе это? Или я путаю барменов. По-моему, другой бар. Блин, попробуем другой бар. У меня собственное мнение на этот счет. Подожди минутку. Слишком много болтает. что? Я... У Чё, меня собственное мнение на этот счет. собственно. Он не может угодить всем. Это было очевидно. Не могу поверить в это. Нет. Мой муж думает по-другому. Так может продолжаться вечность. Ты... Я сказал... Он не может угодить всем. Так Убери, подожди, сукин сын. Какой он же... Убери оружие. Умный мальчик. не нужно верить всему, что говорят. Кто это сказал? Никому не... Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Кто это сказал? Не нужно верить всему, что говорят. Ох, моя голова. Оставь было меня в так, как покое, ты сказал. грязное животное. Подожди, лорд Андре узнает о... Ладно, не надо. Лорда Андре мне. Да, есть такое, Я есть теперь даже не такое. знаю, кому верить. Он почти не отдыхает. Эй! Матрас. У меня есть сообщение для мастера Изгорода. Он охраняет, если ты выполнишь это задание. Говори, что ты не знал этого. Я... Хорошо. А когда ты доставишься? Где ты это услышал? Дай... Хорошо. У меня и так хватает проблем. Мой муж думает по-другому. Подожди-ка. Я знал, что это... Я... Пожертв. Сколько ты... Все об этом У меня есть 100 золотых монет. Я благословляю тебя от имени Адоноса за этот великодушный дар. Сколько стоит? Да будет путь, по которому ты идешь, благословлен Адоносом. Говоришь, надо было $100 дать ему. Нам остается... Как же я долго искал его благословления. Очень долго. Я слышала другое. Он не заслужил этого. Эй! В чем дело? Я теперь даже не знаю, кому верить. Это секрет. Он все время знал об этом. Я видела это сама. Почему они не слушают меня? В чем дело? Блять. Проснул. Почему они не слушают меня? Может продолжаться
Нормально. Хорошо. Мракарис. Древний зверь, предпочитающий уединение, живущий под покровом леса. Этих созданий осталось очень мало, и поэтому они не представляют особой опасности для людей, если только тени забредут на территории их охоты. Рог Мракариса считается ценным охотничьим трофеем, но чтобы заполучить его охоте, должен уметь правильно вырезать рог. Хочешь что-то новое? Никому не интересно мое мнение. Он не может угодить всем. Никому не интересно мое мнение. Ему лучше заткнуться. Я бы сделал Как это дела? по-другому. У тебя все в порядке? Что тебе еще нужно? Но это ужасно. Эй, не стесняй! Нет ничего лучше. Он не может угодить всем. Я полностью... Что ты делаешь здесь? Я послушник в монастыре. Я это выполняю задания магов, а также паладинов. Ты Я бухаешь. доставил 3 трактирщикам города вино из монастыря. Правда? Как интересно. Кто эти 3 трактирщиков? Один из них вот этот добрый человек за прилавком. Не говори об этом Также никому. еще Карагон, хозяин таверны на Храмовой Я бы площади. сделал это по-другому. И Кардив, владелец бара в портовом районе. Ему лучше заткнуться. Что ты можешь рассказать? Мы послушники, мы служим. Не говори об этом никому. Эй, ты! Эй, как дела? Пока у паладинов нет никаких заданий для меня, я могу расслабиться и попить пивка. А что еще делать? Не говори об этом. Ты работаешь на паладинов? Да. Я докладываю им о ситуации в городе. В настоящий момент все спокойно. Я сам не лучше. Хочешь еще пива? Я Это ужасно. хочу еще пива. Никто ничему не... Слушайте, Эй! жители Хариниса. По прямому Хочешь еще указанию пива? достопочтимого лорда Я Хагена сегодня хочу вступает в еще силу следующий декрет. С этого момента лорд Андре Не говори назначается А как ситуация с главнокомандующим орками? нашим Нет ополчением. причин для Все беспокойства. граждане этого города, Городская имеющие стража и военные паладины навыки, Дурак. обязаны Я вступить в Краевское ополчение. Иди спокойно домой, оставь нашу работу нам. Ему Да лучше ма. Мы отвечаем за город и его граждан. Я бы сделал это по-другому. О, Я слышала другое. В наши дни даже и не знаю. Все будет. да. В этом городе делаешь, что хочешь вообще. Ему нельзя доверять. Несколько. Так, короче, ты мне достала. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Ну, Так, книга забвения. Это вот заклинание. Где? о, моя голова. Эй, ты! Ты грубое животное. Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Лорд Андре узнает о том, что ты сделал. Я так не думаю. Эй!
Я хочу снять комнату. Ты обратился как раз по адресу. Сколько стоит комната Она на забыла, ночь? что я Эта отпиздил. услуга абсолютно бесплатна. Паладины оплачивают ночлег всех путешественников. То есть я могу остановиться здесь на ночь бесплатно? Да, да. Просто поднимись вверх по лестнице. Пара коек там еще свободно. Кто здесь живет сейчас? В основном странствуют. Ага. Даже не думай, чтобы А почему паладин? Я не знаю точно с чем. С одной стороны, я думаю, они хотят... Ну а с другой стороны, они... Сейчас, когда фермеры подняли восстание... Кроме того, я думаю, они хотят... Лорд Андре даже приказал раздавать бесплатное пиво на площади правосудия. Да. Блин, был бы у меня навык карманных краж. Да, прикинь. Бесплатная ночлежка и пиво. Что еще надо? Просто нон-стоп бухаешь. Кто здесь Не живет спишь. сейчас? В основном... Ага. Даже... Харинис. Но с тех пор... И теперь никто не... Где? Рынок также есть... Также в... Так. Я слышала другое. Пока. Выбер. Я слышала другое. Дело давай. Я слышала другое. О, мензурка. Мне нужно идти. Как знаешь. Ему лучше заткнуться. Пока. Кто это сказал? Совсем жизни не стало. Эй! Да? Как интересно. Покажи. Прям на прилавке стоит. Секрет. Ладно, не говори мне об этом. Что я могу сделать? Ты хочешь помолиться наш? Я ей больше ничего не скажу. Ему нельзя доверять. Откуда? Я пришел из монастыря. Мы принимаем... Совсем жизни не стало. Это секрет. А что? Я просвещаю Совсем жизни не стало. А ш... Я слышала другое. Расскажи мне. Мы обучаем наших студентов всем формам магии. Мы также хорошо разбираемся в искусстве. Еще мы делаем... Превосходное вино. И какое пожертвование об... Ну, это зависит от... у тебя больше 100 золотых церковь примет. Благословляй. Типично для него, правда? Пошарился мне в карманах. Я хочу... Сучка. Не говори об этом никому. Инес, благослови этого человека. Да будет твой свет сиять над ним вечно. Придай ему силы жить праведной жизнью. Я не верю в это. А что? Я просвещаю в эти тяжелые... Ладно, не говори Так. мне об этом. Эй, ты! Кто это сказал? Все будет только хуже. Я всегда это говорила. Я всегда это говорила. Пока... Так. Он не может угодить всем. Ну что-то гильдию воров невозможно Я как-то ей больше ничего не скажу. вытянуть. Пока... Он слишком Я не много могу их болтает. прям... Не могу. Ладно, не говори мне об этом. Так. Давайте лорду Андре, наверное, скажу. Хочешь сказать? Доложусь. Чё кого?
Насчет... Да? Я... Хорошо. Я... Ну, я хотя попытался. Тут, короче, все варианты отработал. Ну, это, конечно, не обязательно, но... Насрать. Может, Слушайте Абугин жителей знает. Хариниса. По прямому указанию достопочтимого лорда Эй, ты! Хагена, сегодня Приветствую. вступает в силу следующий Кто? декрет. Во всех городах и провинциях королевства объявляется военное положение. А как это? Все Возьми это гражданские дело. судьи должны сложить свои обязанности и передать их королевским паладинам. Я принес новый Достопочтимому сорт лорду табака. Андре приказано карать любое преступление. Позволь и мне являться попробовать сопротивление твой королевской табак. стражи Ща он улетит самым нахуй. жестоким образом. Все жители Хариниса, виновные в преступлении, должны немедленно прибыть к лорду Нет, Андре. этот аромат мне не очень нравится. Но, может быть, ты найдешь кого-нибудь, кто оценит его, утонченность. Ты... Да, Сколько? за какие-то 100 монет Да пошел ты. Где? я дам тебе. Если тебе понадобится еще табак, то направь свои стопы к Зурису, мастеру. Заглянув в твое будущее, говорит. Ага. Мой муж думает по-другому. Как интересно. Мой муж думает по-другому. Побежали, короче. Говори мне об этом. Так. Ну, подожди. Нахер. Неправильная дорога. Ух. 28 силы, 25 ловкость. Так, что там по алтарям? Они не исчезают, кстати, алтари. Оказывается. Может быть, там заглянуть в монастырь? Ненадолго. Сообщение доставить. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Окей. Ни хрена себе 1000. Ничего, что у них тут прям на дороге твари такие. Ты сразу покушать подошла. Кушает.
Блин, я убил одну крысу, а вторая начала его сразу кушать. Эй! Да пребудет с тобой Инос. Что я могу сделать? Я несу сообщение от Ватроса. Что это за... Это письмо, вот. Хорошо, ты можешь... Возьми эти зелья в качестве... Благословляю тебя во имя Иноса. Пусть... Что ты делаешь? Я маг огня. Этот алтарь посвящен. Ко мне приходят люди, а за небольшое... Куда? Это да... Если... 1000 золотых. Чё, блядь? Покажи мне свой. Пусти нас. 1000 золотых. О. О. Деньги не отобрали. Не, опасно с монастырем связываться. Ну нахер. Отберут у меня еще деньги. Побреют на лысо и еще что. Нахер надо. Не-не-не-не-не. Я доставил сообщение и все. Фига себе, молния. Гром, точнее. А вот и молния. Громом. К этим челикам надо заскочить. Все в порядке. Мне нет. Это ваш работник требует плату со всех проходящих мимо, утверждая, что он тут фермер. Я уже столь. Да. Он все равно не моему отцу. Может, Что ты хочешь? нет. Хорошо. Хорошо. Но потом... Тебе... Оставь меня. В смысле, этот Бронко опять за свое, что ли? А нет, он работает. Нормально все. Как дела? Не бей, я даже верну. Убери оружие. Умный мальчик. Эй! Бронко вернулся. Правда? Да. Послушай, У меня сейчас...
Мы еще посмотрим. Коррозия жесткая. Не-не-не-не-не. Опа, вся ферма загорелась. Нельзя так, нельзя. Эй! Что ты... Выбирай. Так, тут где-то ведьма живет, сказали. Блять, Мракалис. Там ничего нет. Ого. Здоровье. Кажется, тут ведьма живет. Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Ничего. Ты здесь Говори, что тебе нужно. Кто ты? Ты что? Никак меня называют ведьмой, но когда им плохо, они... Что ты? Я живу здесь. Лес мой. Ты за этим пришел, да? Текла послал. Ах, да. Вот, держи пакет. Ты можешь научить меня? Как интересно. Так ты хочешь быть моим учеником? Я сейчас работаю над очень редким. Если бы ты принес мне... Что это? Это очень редкое растение. Где может... Трава, необходимая мне, произрастает только в местах, где есть... Обычно она встречается на экскрементах черного Да ну тролля. нахуй. Вот почему мне так сложно достать. Посмотрим. Удачи! Какие? Выбирай.
черт. Это уже неплохо. Да ты ну тут. Попади ты, ёпта. Блин, черный тролль. Ну и бред. Да что за хуйня? Нечего взять. Нормально. Ебать, давно не сохранился. Да. Да, блять, ёбаный рот. Ну ты, сука, тупая, ёбаный рот. Охуеть, он застыл. Ебать, в этой игре багов нахуй. Беру меч и ебашу их, короче. Что тут думать? Или это нахуй? Умрете нахуй. Еще раз нахуй. О! Другое дело. Повышение уровня.
Попробую. Или этот... Я вас понял. Нихуя себе он ебашит. Хайра, секундочку. Секундочку. Вау. Вот это секрет. Нихуя себе, куда это я иду? Я сюда потом выбраться смогу. Старый меч. Старое письмо. Факел. Так. Все пошло прахом, я тщетно пытался удержать Инобиса на пути добра. Сначала мне показалось, что я уже мертв, но кое-какая сила все еще осталась в старых костях Ивана. Инобис восстал из мертвых, изгнанный древним орденом паладинов. Теперь он ищет отмщение за свои проклятия. Вместе с ним многие из его последователей. Я не могу понять, как такой предводитель, как Инобис, мог стать таким злом. Я нашел его могилу в этом склепе, но я не уверен, даст ли мне сообщить о своей находке. Поэтому пишу эти строки и надеюсь, что кто-нибудь найдет их. Знаете, грозный враг пытается дотянуться до праведных душ, и Инобис будет на последнем. Да спасет и нас ваши души, Иван. Я в дерьме. Где он? Хотя все не так уж и плохо. Не, нормально, нормально. Могу, оказывается. Они не такие уж и страшные, оказывается. Просто надо не бояться, не саковать, и у меня все получится.
Да сука ты. Жестко. Главное ведь стоит еще. Типа ничего не делая. Блин. Какая же. Наконец-то. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ну пиздец.
Что это было? Пушит, сука. О нет, о нет.
Да ты заебал. Вообще, пощады не дает. Нихуя себе. Ой, да. Угу. И стрёмные. Вот, сука. Ладно, ладно. Походу их тут вообще лутать нельзя. Лутать нельзя. Уёбываем нахуй.
Я разморозиться не могу. Сабзиро. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он призывом занимался. Всё, забудем об этом месте. Как о страшном сне, просто забудем. Ему стоило лучше подумать. Так может продолжаться вечно. Даже не знаю, кому верить. Не могу поверить в это. Текла. Вот пакет от Сагиты. Огромное спасибо. От тебя есть хоть какая-то польза, в отличие от других. Опять то же самое. Ты мне не да? Хорошо. Я сжалюсь над... Ты мне... Эй! Стоило 100 раз Не подумать. будь таким жадным. И тогда... И это правда. У нее крутая похлебка. Она +1 сил дает. Эй, ты! Эй, я тебе... Может быть. Точно. Я не уверен, что... в чем проблема? Ну, я должен голосовать, а учитывая ситуацию, я проголосую за тебя, только если... Как Назревают Сильви... И что? Это просто. Отдубась нескольких парней Сильвио. А если ты будешь придерживаться правил дуэли, ты даже сможешь... И сколько людей? Если ты вырубишь 3 из них, кого ты выберешь, дам одну подсказку. Не стоит пытаться проявить мужество. Кто из наемников? Их 6. Прежде всего сам Сильвио. Также есть Рот, Сентенза, Фестер. Остальные занимают либо нейтральную позицию, либо на стороне. Сколько людей Сильвию? Я отдубасил. Я слышал. Синтензе, Фестер пытался... Я пошел по... И? Этого достаточно. Я поражен. Ты... Сильвио Он говорит, что оставшиеся паладины не осмеют грабить мелкие фермы, но Ли полагает, что это худшее из того, что можно придумать в этой ситуации. Ты знаешь... Ли хочет, чтобы мы выжидали и морили голод. Он планирует вытащить нас все. Я не знаю, как Ли собирается провернуть это, но... А как? Большинство из нас пришло из колонии, но некоторые наемники, они не из колонии. Они как-то прослышали, что Ли нужны люди. Он согласился, что командовать будет Ли. Но теперь большинство из людей, он способен... Угу. Привет. Я... Не пойми меня неправильно, но сейчас у меня... Ты ужасно за... Даже не говори. Беннет делает... Могу? У меня мало... Что-то слышал об этом.
Так может Если продолжаться все будет вечность. по-другому. Он не А заслужил. Анарна, но также, так что да, они только... Что ты можешь рассказать мне об этом? А нам, но вот это, возможно, тебе повезет. Кому не интересно. Я полностью с тобой согласен. Эй, ты! Я не продаю оружие. Халет. Я не верю, что это что-то. Научи. Пока ты не один из нас, только немного. И это хорошо. И так хватает проблем. Окей. Я знал, что А как? что тебе нужно. Я ничем не могу помочь. Нам остается только ждать. Я уже подумал. С этим ничего не поделать. Я бы сделал в наши дни. Ну, вот У меня и кузнецы. так хватает проблем. Первый раз слышу. Не говори, что ты не знал этого. Какое? Сейчас обычно, но если бы ты случайно... Нет. Конечно же. Не говори, что ты не Это знал. действительно правда. Ты смеешься? Мне просто... Ты когда-нибудь... Нет. Этот счет. Я уже подумал. Я... Тогда прекращай болтать. Я не был бы так уверен. Тут я согласен, да. Это все сплетни. Это все сплетни. Я сам лучше. Нам остается только ждать. Я решил проблемы Бенгара с ополчением. Ты позаботился, чтобы они не появлялись у него на пороге завтра утром? Чтобы сделать это, им придется очень хорошо постараться. Отлично! Ты прошел испытание. Ты смог разобраться с ополчением. Этого достаточно, чтобы заслужить уважение большинства. Пойди туда, сделай это. Как мне заслужить уважение других наемников? Для большинства будет достаточно, если ты выполнишь свои задания и пройдешь. Но чтобы убедить остальных, некоторые попытаются... Ты должен попытаться уговорить как можно больше наших пар... Если ты победишь, ты завоюешь уважение большинства. Я слышал другое. Каковы правила? Это довольно просто. Оба дуэлянта нельзя просто так взять и напасть на кого-нибудь. Обязательно должен иметь место. Никто из наблюдателей не имеет права... Угу. Как моя репутация среди наемников? Так, посмотрим. Вольф говорит, что ничего не имеет против тебя. Джарвис полагает, что ты на правильной стороне. Сифер говорит, что ему абсолютно ясно, что ты достоин присоединиться к нам. Похоже, что-то сделало его безгранично счастливым. Сентенза не проголосует за тебя. Он говорит, что ты должен. Гнида. Мастер говорит, что с тобой все. Остальные наемники. Ты убедил большинство из них, пройдя испытания. В любом случае, ты можешь... И ты победил в нескольких честных дуэлях. Многие наемники уважают это. Большинство наемников за тебя. И мы считаем, что ты можешь присоединиться к нам в любое время. Иди, поговори с Ли. Он объяснит тебе детали. Он все время знал об этом. У меня нет времени. Я уже подумал. Но он настаивал, что ему лучше знать. С этим ничего не поделать. Почему они не слушают меня? Какая беспечность. Знал это не от меня. Нам остается... Это плохой бизнес. Что нужно урегулировать, прежде чем я смогу присоединиться к вам? Нас нанимает Анар, лендлорд. Ты можешь... Так же дело еще в наших парнях. Но не ходи к Анару, пока все не будет улажено. Я готов присоединиться к вам. Так ты прошел испытание Торлофа? Да. Это хорошо. А что говорят другие наемники? Большинство из них на моей стороне. Хорошо. Тогда иди прямо к Анару. Я уже переговорил с ним, но ты должен договориться о своем жаловании сам. Пиздец, он важный. Кто пустил тебя сюда? Что ты делаешь на моей ферме?
Меня послал Ли, и я хочу работать в качестве наемника. Он уже говорил со мной. В конце концов, он отвечает за тебя. Так что приступай к своим обязанностям. Но не выводи меня из себя. Оставь фермеров и служанок в покое. И даже не думай стащить что-нибудь, понятно? А что касается всего остального, поговори с Ли. А нам с тобой нужно обсудить только твое жалование. Так что насчет моего жалования? Так, посмотрим. Дай мне подумать. 50 золотых монет. Что скажешь? Нет. Здесь не все. Конечно. Но ты можешь поработать на меня совсем бесплатно, если хочешь. Это все, что ты получишь. Ты противостоишь городу, как я слышал. А теперь послушай ты. Я унаследовал эту ферму и эту землю от своего отца. Он унаследовал ее от своего отца. Я не позволю этому жадному идиоту, называющему себя королем, разорить меня только для того, чтобы накормить свои бесполезные армии. Война с орками длится уже целую вечность. И к чему мы пришли? Мы стоим на грани поражения. Нет, я предпочитаю оборонять свою ферму самостоятельно. Деньги, что я сберегу таким образом, пойдут на оплату моей собственной армии. Перспективно, конечно. Здесь все в порядке на твоей ферме? Я не понимаю, какое тебе до этого может быть дело. Ты не работаешь здесь. Да я наемник. Я хочу купить овцу. А что ты тогда здесь делаешь? Я... Если ты хочешь купить овцу, иди на пастбище. Оно находится справа от моего дома. Пепе продаст тебе одну. Пепе. Пепега. Вася. Даже не думай прикоснуться здесь хоть к чему-нибудь. Ты обязательно перевернешь что-нибудь вверх ногами, понятно? Как я погляжу, здесь целая груда мусора. Это точно. И большая его часть очень ценная. Анар коллекционирует ценные предметы. Простой человек вроде меня едва ли может позволить себе такое богатство. Мне больше нравятся другие вещи. И что, например? Я собираю старые монеты. У меня есть старинная монетка. Покажи мне. О, да. На рынке такую не продашь за приличную цену. Я заплачу тебе за нее 1 золотую монету. Больше она не стоит. Этого недостаточно. Как насчет 2? Не пойдет. Я еще не выжил из ума. Проваливай. У меня есть старинная монетка. Ты знаешь, что я готов заплатить за нее, пес? Пес. Договор. Хорошо. Если найдешь еще... Чем ты... Анар хочет, чтобы я проводил дни на... Он боится, что что-нибудь пропадет. Большинство из нанятых им... Они готовы стащить все, что не прибито гвоздями. Никто не пытался ничего украсть? Были такие, но я их всех поймал. Молодец, молодец. Мария. Я принес золотую тарелку. Это не твоя? Да, это она. Огромное тебе спасибо. А как насчет моего вознаграждения? Ты работаешь наемником на моего мужа, да? Точно. Сколько мой муж платит тебе? Этого недостаточно. Иди к нему и скажи, чтобы он платил тебе больше. Кайф. Ты думаешь, он послушает? Он знает, что будет, если не послушает. Поверь мне. Кто ты? Я жена Анна. Что тебе здесь нужно? Что я... Мимо прошли. Сначала мы... Когда столько людей живет, они так и лезут. Тебя. О, но зато с тех пор, когда мы были, они забирали некоторые. Он хороший. Я спросила, сделай же что-нибудь. И он нанял. Но если под...
Мария думает, что я получаю недостаточно. Что? Она сказала, что ты должен платить мне больше. Эта баба сует свой нос во все щели. Она сказала, сколько? Нет. Хорошо, начиная со следующего жалования, ты будешь получать на 10 монет больше. Но не монетой больше, понятно? Ну, хотя бы. Нормально. Я готов присоединиться к вам. Ты беседовал с Анаром? Он согласился. Тогда добро пожаловать в наши ряды, приятель. Вот, возьми для начала эти доспехи. Я рад, что ты с нами. У меня уже есть первое поручение для тебя. Оно имеет отношение к паладинам. Пришло время тебе увидеться с ними. Ты все равно хотел туда идти. А как насчет доспехов получше? Торлов получил задание от Анара, которое должно было быть выполнено уже давным-давно. Сначала реши этот вопрос, а затем мы поговорим о достойных доспехах. Я собираюсь отправиться в долину рудников. Я и не надеялся, что ты долго задержишься на этой ферме. Если ты возвращаешься в колонию, поищи там Горна. Паладины держат его там за решеткой. Горн хороший человек, и он бы очень пригодился мне здесь. Так что если у тебя появится шанс освободить парня, не упускай его. Так. С тобой все в порядке? Так ты хочешь присоединиться? Какое оружие? Только лучше. Да. Как ты оказался среди наемников? Я пришел вместе с Сильвио с юга. Мы состояли... Что? Это опасный тип. Что ты... Я думаю, он хочет добра. Но как бы то ни было, кроме того, он хорош... Окей. Я лучше не буду вмешиваться. Это не новость. Это все сплетни. Это не удивляет. Я уже подумывал об этом. Я тоже так считаю. Этого я тебе сказать не могу. Как дела? Никто ничего не хочет. Как дела? Теперь ты один из нас, малыш. Скоро мы к тебе привыкнем. Не малыш. Это было всегда очевидно. Я ничем не могу помочь. Так. Мне кажется, ты имеешь зуб на моих парней. Насколько я знаю, ты один из протеже Ли. Я предупреждаю тебя. Скоро здесь многое переменится, и тогда мы вернемся к этому разговору. Эй! Чё, гнида? Как дела? Разве я давал тебе разрешение обратить? Эй, ты! Нам... Послушай, ты...
Где Торлов? Он слушал не тех людей. Я полностью с тобой согласен. Эй, ты! Неинтересно мое мнение. Привет, красавица. Что тебе нужно? Я сам не лучше. Это не новость. Я не был бы так уверен. А чем ты занимаешься? Я продаю то, что мы выращиваем на ферме, но я хочу предупредить тебя. Я знал, что это будет. Покажи. Выбирай. У меня собственное мнение. Это действительно с этим ничего не поделать. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я уже подумал. Могу я? У меня мало что есть. Если все будет по-другому, Меня собственное мнение. Так может продолжаться вечность. знаешь, кому верить. Я лучше Ну как? Нам Пока остается нет. только Дай. ждать. Не могу поверить в это. Хорошо, хорошо, ты... Так может продолжаться вечность. Все Ты пытаешься подлезать, я не забыл. Подлизаться, блин. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Нам остается только ждать. Где, мать его, Торлов? Я Ну-ка. даже не знал. Знал, что это будет проблемой. Покажи. Конечно. Не говори, что ты не знал, но он настаивал, что ему лучше знать. Какая беспечность. Не нужно верить всему, что говорят. И почему это меня не удивляет? Это не удивляет меня. Понятия не имею. Скажи мне. Я сам не лучше. Хорошо, что ты здесь. У меня есть для тебя работа. Что Так такое? может Хорошо. продолжаться вечность. Слушай. Фермер Сику. Анар хочет, чтобы тот выложил Где фермы? на севере этой я долины. знал об этом. Если у тебя будут проблемы, и ты должен покончить. Известно. Ничего не изменится. Это было очевидно. Это все сплетни. Не проблема, я думаю. Пойдем. Ничего не изменится. Никому не интересно мое мнение. Это давно известно. Я бы сделал по-другому. Какая беспечность. Если он этого не видит, я бы сделал по-другому. Не могу помочь. Он не заслужил этого. Покажи. Конечно. Подумать об этом заранее. Так Это не может мои продолжаться вечность. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Скажи мне. Не Он нужно сам бы верить никогда всему, не что додумался. говорят. Где ты это услышал? На это не стоит надеяться. У меня Я даже не собственное знал об мнение этом. на этот счет. Никому не интересно мое мнение. Никому это не интересно. Я Не теперь говори, даже что ты не знаю, знал этого. кому верить. Он сам бы Рано никогда или не поздно это додумался. должно было случиться. Я не С этим верю, ничего что не это поделаешь. что-то изменит. Он сам бы На это никогда не не стоит додумался. надеяться. Я не Я сам знаю, лучше. где вы так отделали. Никому не интересно мое мнение. Он думает, это так просто. Я не знаю, где его так отделали. Я не был бы так уверен. Опять то же самое. Но он настаивал, что ему лучше знать. Я не знаю, где его так Он отделали. сам так решил. Меня Это плохой бизнес. Я не верю, что это что-то Погнали. Лучше знать. Не могу поверить в это. Только посмотрите на это. Лучше. Чего тебе нужно? Не думай, что я стану хочу уважать иметь к тебя этому только за никакого то, отношения. что ты стал одним из нас. Я скажу тебе одну вещь. Неважно, что ты носишь. заслужил Я этого. вижу тебя насквозь. По мне, так ты просто скользкий, маленький бездельник. Я не хочу И иметь ничего к этому больше. никакого отношения. Это давно. В чем твоя проблема? Я вижу таких людей, как ты, Нам насквозь. остается Я только- ненавижу тех, кто одевает не далее, как вчера. Я набил морду одному такому. Он утверждал, что может заболеть. И что? Что ты хочешь сказать? Ты хоть раз в своей жизни видел, если ты подойдешь к ним,
Черного тролля? Ты напрашиваешься, да? Если ты такой великий. А что мне с этого? Глупый вопрос. Не так уж... Скажем, я заплачу тебе целую кучу денег, если ты принесешь мне шкуру черного тролля. Как тебе? Уже лучше. Тогда чего ты ждешь? Это было так, как ты сказал. Я думаю... Что? Это именно... По-моему, я был... Где ты это услышал? Убери оружие! Тревога! Совсем не... Лол. Ах ты, сосунок. У тебя даже... Пожалуй, я заберу твое оружие. Они его убили нахуй. Нихуя. Где ты это услышал? Они лупят друг друга, так что да... Совсем... За что? Убери оружие! Они... Убери оружие! Ах Подожди ты, минутку. сосунок. У тебя даже золота с собой нет. Я думаю, что лучше забрать твои... Бля, это жестоко. Первый раз слышу об этом. Рауль мертв. Эй! Слушай, а что это у тебя перед головой? Лицо или задница? Ладно, ты сам этого хотел. Это не удивляет меня. Может, его тоже бьете, пацан? Уверен? Это не удивляет. Пиздец. Тревога! Что происходит? Видишь, это было не так уж сложно. Это потому, что это человек Сильвия? В этом дело? Даже золота нет. Нихуя себе. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Я знал, что это будет проблемой. Уже минус 2 человека. Сильвия, Рауль, Сентенза. На сей Игры престолов. В миниатюре. Эта земля принадлежит крупному землевладельцу. Ты здесь всего лишь арендатор. Анар хочет, чтобы ты наконец заплатил ренту. Ты должен был сделать это еще несколько недель назад.
Что? И он послал бандита вроде тебя? Да ты сам не веришь в это. Убирайся отсюда, пока я не вышел из себя. Что ж, тогда мне придется доложить об этом Анару. Меня это не волнует. Можешь сказать Анару... Давай сюда деньги, или я выбью тебе последние зубы. Ты не получишь ни цента из моего кошелька, преступник. Только не ты. Ровно 50 взял. Мы еще посмотрим. Эй! Хорошо, хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? Где ты хранишь деньги? Не бей меня больше, пожалуйста. Я сделаю все, что ты скажешь. Заплати ренту. Ну, господин, ну у меня ничего нет. Я простой бедняк, я сам пухну от голода. Мой последний урожай полностью погиб от засухи. Я хочу заплатить ренту, но мне просто нечем. Мне очень жаль. Хватит нести чушь. Дожди шли почти не переставая, и твои закрома ломятся от зерна. Заплати ренту, или я убью тебя. Нет, пожалуйста. Вот, возьми золото. Я даже прибавлю сверху, если ты оставишь меня в живых. Вот видишь, это было не так уж и сложно. Я разорен. В следующий раз ты заплатишь вовремя, Ну и понятно? пиздобол. Что я сделал, чтобы заслужить такое? Чё дел? Тебе сегодня никто еще не бил в морду? Оставь меня в покое, и ты, идиот! Эй! Выше нос. Береги себя. Микс, ты тут? Док, кто-нибудь? Ребята? Угу. Микс, включи музыку Барбарики. Что-то захотелось Барбариков послушать. Что такое доброта? Вот доброты захотелось. Я тут преступление совершаю. У меня собственное мнение на этот счет. Знаешь, кому верить? Он слушал не тех людей. Почему они не слушают меня? Он не заслужил. С этим ничего не поделать. Первый раз слышу об этом. Почему они не слушают меня? Это давно известно. Я уже подумывал об этом. Я собрал ренту Сикоба. И? Он заплатил добровольно? Мне пришлось убедить его. Отлично! Когда у меня будет что-нибудь новенькое, я дам тебе знать. Я знал, что это будет проблемой. Это давно известно. Я знал, что это будет проблемой. Но он настаивал, что ему лучше знать.
ничего не играет. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда, доброта это тогда, все друг другу друзья, и летать все могут. Девочки и мальчики, сладкие как Какое оружие ты можешь предложить? Только лучше. это барбарики, легкие как мотыльки, а глаза горят фонарики, а на них большие башмаки. Я хочу... Стал вам надо слов, значит, хочет подружиться он. Хорошо. Научить вас шевелить ушами. На нас села оса, значит, хочет познакомиться и пощекотать, а вовсе не ужалить. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмаки. Это барбарики, легкие как мотыльки, а глаза горят фонарики, а на них большие башмаки. Это барбарики. Бараба, бараба, бара-бара-бара-бара-ба, раба-ба-раба-ба, бара-бара-бара, бараба-бараба, бара-бара-бара-бара-ба, раба-бара. А как насчет доспехов получше? Ты выполнил задание. У меня есть достойные доспехи для тебя. Конечно, если ты кредитоспособен. Дай мне эти доспехи. Держи. Это очень хорошие доспехи. К нам на праздник доброты приходи ты и ты, и ты, кто умеет летать, и кто не умеет, а летать просто так. Надо улыбнуться просто так, чтобы звезды достать. Надо стать добрее. Я хочу... Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмаки. Какое оружие? Только лучше. Легкие как мотыльки, а глаза горят фонарики, а на них большие башмаки. Это барбарики. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а на них большие башмаки. Это барбарики, легкие как мотыльки, а глаза горят фонарики, а на них большие башмаки. Это барбарики. Ах, кайф. Хорошо, хорошо, ты лучше. Я тебе не стоил. Ты один из лизоблюдов Ли? Блин, ну устраиваем просто Игры престолов в натуре. Ну, по крайней мере, у тебя есть золото. Пожалуй, я заберу твое оружие. Уже 3 людей убили. Что еще было за Сильвия? Эй, ты! Нам двоим нужно поболтать. Послушай, ты Как дела? Разве я давал? Есть новости? Теперь ты один из нас. Это хорошо. Охуенная новость. Эй! Я хочу... Чему обучить тебя?
Подожди минутку. Черт, в чем дело? Ну Эй, и ты! урод. Говори, что ты не знал этого. Нам двоим нужно поболтать. Послушай, ты победил. Теперь оставь меня в покое. Говори, что ты не... Убери оружие. Парень! О, бог мой! Ты пожалуйста. Бог мой, драка! Тревога! Убери оружие, умный мальчик. Ебать, что творится? Ну, по крайней мере, у тебя есть золото с собой. Пожалуй. Лучше не говори. Он сам бы никогда не догадался. Что на это скажешь? Как дела? Разве я да... Парень, не делай этого больше. Ты пожалеешь об этом. Стой, чужеземец! Я Лотар, владелец короля. Я могу получить доспехи, как у тебя. Я сочту это оскорбление. Ты даже не являешься членом ополчения. Ты не гражданин, ты не паладин. Сукин сын. Не гражданин, ты не гражданин. Даже... Бог мой, Даже не пытайся. Ты пожалеешь. Поясни мне, как я могу стать гражданином этого города. Гражданином может считаться тот, кто имеет постоянную работу. Дали пускать отбросы общества. Потому что он, сука, умереть-то не может. Такого не случалось уже долгие лет. Наш командующий лорд Хаген велел мне объяснять новоприбывшим новые законы. Где я Мы могу еще найти лорда посмотрим. Хагена? Этому городу угрожают драконы. Драконы, даже сам в это не веришь. Это не может быть правдой. В это трудно поверить. Если я еще хоть раз услышу, что ты рассказываешь людям о драконах, у тебя будут проблемы. Тебе все ясно? Я уже Ты подумал можешь об этом. чувствовать себя безопасно. Но я должен увидеться с лордом Ты Хагеном. вообще слушаешь меня? Я пришел, чтобы получить глаз Инноса. Я предупреждал тебя. Не гражданин, ты не паладин, даже не гражданин. Мы еще не посмотрим. гражданин, ты не гражданин. Грязная речка. Ну подожди. Хаген не гражданин. Как мне попасть в верхний квартал? Он сам бы никогда не додумался. Черт, в чем... Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта Эй, это ты! когда? Доброта это тогда, когда все друг другу друзья. И Нам двоим. маленький, сладкий как карамельки, а на ней большие башмаки. Это барбарики, легкие как мотыльки, а глаза горят фонарики, а на ней большие башмаки. Это барбарики. Встал вам на ногу слон. По крайней мере, у тебя есть... Он хочет научить вас шевелить ушами. На нас села оса, значит, хочет познакомиться и пощекотать, а вовсе не ужасно.
Можешь? Да, я могу. А летать просто так. Надо улыбнуться просто так. Чтобы звезды достать, надо стать добрее. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки. А на Это да. небольшие башмаки. Очень даже. Это барбарики, легкие как мотыльки. А в глаза горят фонарики. А на небольшие башмаки. Это барбарики, девочки и мальчики, сладкие как карамельки. А на небольшие башмаки. Это барбарики, легкие как мотыльки. А в глаза горят фонарики. А на небольшие башмаки. Это барбарики. Блин, почему он бегает так медленно? И, блядь, моя жопа. Блин, она уничтожается просто. Я всегда это говорила. Не говори об этом никому. Не говори об этом никому. Как это типично для него, правда? Все об этом знают. Мой муж Покажи. думает по-другому. Не говори об этом никому. Ты хочешь сказать? Я не верю в это. Все об этом знают. Но это ужасно. Ему лучше заткнуться. Правда? Как и мне. Покажи. Выбирай. Заткнуться. Я не верю в это. Мне нужно... Как знаешь. Ты хочешь сказать? Ладно, не говори мне об этом. Кто-то должен делать это. Кто-то должен делать это. Кто-то должен... Весь буфер обмена забит Я вокалоидами. Не говори об этом никому. Если бы я не видела это собственными глазами, Пока. я слышала другое.
Все будет только Тоска. хуже. Я слышала другое. Совсем в жизни не стало. Он не может угодить всем. Я всегда это говорила. Он не Я, может кстати, угодить вбил всем. вот в поисковике Ютуба Готик Рэп. Так много песен, оказывается, в Готике. Ну, не то, чтобы там так много, это хера, но... Я уже точно думал, то, что поменьше будет. Их, оказывается, около 5, 6, 7. Я доставил твое сообщение. Прими мою благодарность. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуться Да я к наушники человеку, уронил. если зверь вернется. Сори, прямо на микрофон уронил. Каким рецептом? Есть несколько. Покажи. Да, вечно что-то происходит, когда ты отворачиваешься. А. Деньгу поднимем. Хотя... Я полностью с тобой согласен. Я что-то слышал об этом. Покажи. Нам остается только ждать. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я полностью с тобой Эй! согласен. Покажи. Почему они не слушают меня? Это действительно правда. Он узнал это не от меня. Блин, видно, что я какой-то вылитый этот ж Я бы так не смог. наемник. Это Кому не интересно мое мнение? Спокойно так прохожу мимо них. Стой! Только... Я бы сделал по-другому. Дай мне пройти. Я несу послание от наемников. Хорошо, но предупреждаю тебя. Если возникнут какие-нибудь проблемы, то ты не успеешь даже пожалеть об этом. О, Господи. Согласно полученным мной сообщениям, долина рудников, позаботься о своем... Черт. Ну и туфта. Чего, блин? Ну ладно. Опять зря сюда прибежишь. Это не удивляет меня. Он сам так решил. Я лучше не буду вмешиваться. И почему это меня не удивляет?
Эй! Ему стоило подумать об этом заранее. Что? А ты кто такой? Меня зовут Гербранд. Было всегда очевидно. Я понял, Гербранд. Попридержи язык. Тебе лучше... Здесь я вершу закон. Тому, кто создает проблемы, придется держать ответ передо мной. И лучше ему сразу бежать из города со всех ног, потому что после того, как я разберусь с ним, он пожалеет, что попался мне на глаза. Большинство людей в порту работает на меня. И если ты ищешь работу, тебе лучше побеспокоиться, чтобы мои воспоминания о тебе были приятными. Людям вроде тебя нечего делать здесь. Здесь живут порядочно. Если тебе когда-нибудь удастся стать богатым... Просто послушай. Какой же мудак, господи. Он узнал это не от меня. Ладненько. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Никому не интересно мое... Наверное, осталось только убить тролля в этом месте. Черт побери, как я это сделаю-то? Но человек и зверь начали войну на земле Адоваса. И гнев богов... Эй! Опять? Я продаю... Хорошо. Отлично. Тогда сделай. Окей, валим. Так. И Инос, рассудив мудро, сделал это. Ладно, мы идем к троллю. Наступило время. Но Адонос боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Но это ужасно. Не говори об этом никому. Ладно, не говори мне об этом. Я слышала другое. Вот и алтарь Иноса. Давай говно. Ух, ебать, жестко разваливать стол. Броня жестко спасает, защищает. Хорошая бронька.
Так. Не, нет, микс. Я зевал, наверное. Лет, наверное, полевые. Галюны. Да. Нормально. Я теперь их собак могу убивать запросто. Сука.
Лецкий форсаж. Блять. Короче. Ёбаный рот. Ну и дерьмо.
Да ебать его в рот. Да какая же ты сука. Блять, смена оружия, это пиздец. Ебанутый. Блять, он... Беги, сука, беги. Бля, ёбаный рот.
Ой, бля. Да. Ведь потом в рудниках этих орков будет не ебаться дохуя. Их там будет тьма тьмущая просто. Я к этому дерьму готовлюсь. Лорд Хакен же так сказал. Я хуй знает, как там пройдешь. Но там их дохуя, типа. Будь готов к тому, что тебя выебут или типа того. Да прыгни, шлюха, ёбаная.
Бля, как сейчас не хватает калаша. Автомат Калашникова. Все. 0 проблем. Да сука, беги. Да ёбаный ты рот. Вот именно, да. Ну хотя бы так. Так, и чё эти уроды тут охраняли? Или чё? Мракарис. Нахуй. Блин, я их столько убил. Как же я много убил.
Да ты ёбаный рот, серьёзно. Так, подожди-ка. Ебать. Имя. Uptime. Ой-ой. Да. Что это? Сгоревшие люди. А, да? Поменять надо. Спасибо. Uptime. Полцарства за кофе. Так. Не, скелеты где-то мощные. Вот такие у меня стримчики бывают. Ну, хуй знает. Мне кажется, около... И как я это сделаю? А я ебал, я не знаю, как ты это сделаешь. Руками нахуй. 50% может. Я просто сейчас гриндом пиздецким занимаюсь.
Да, такие вопросы задает, блядь, нет нахуй, нет, 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 нет. Давай, хуйня. Да подошел. Пиздец. Эти немощные, пиздец какие. Ну, такие мопсы. Да хуйня. Блядь, текстуры ёбаные. Блядь, деревья пиздецкие охуенные. Просто балдею с них. Такой же, как я, так сказать. Ну где ты, мразь? Покажи себя. Я вот хз завалю, я этого тролля или нет. Сильно сомневаюсь, сильно. Что это за хуйня? Ой, блядь, что это такое? Блядь, блядь. Блядь, это что за... Я себе... Нет.
Краулер воин. Что за твари, мать их? Да ну нахуй. Блять, какие-то смешные крысы тут просто. Нет. Если это с двуручниками, это пиздец, нахуй. Я от такого убегал. Буду убегать, скорее всего. Да. Карман бесконечный. Там ничего нет. Ебать, это что за вибрация? Керосит Dolby Digital.
Да. Оказывается, тролль дальше. Товарищ тролль тусует. Ну да, типа, получается так. Охотимся на тролля. На него надо будет найти какой-то обуз. Не знаю какой, но стараться надо найти что-нибудь. Да, наемники взяли. Дал у них, взял у них среднюю броню. Осталось у них тяжелую как-то выцепить. Чё, блять, это кто? Подумал, так зовут этого тролля Гримбольд. Эй, ты! Ты чего-то ждешь? Больше нет. Ты ведь уже пришел. Что ты задумал? Я хочу поохотиться на снайперов вон там. Но боюсь, мне не справиться с ними в одиночку. Хорошо, я помогу тебе. Но ты пойдешь впереди. Конечно. Только не приближайся слишком близко к черному троллю. Он разорвет тебя на куски. Понял? И я не прощу тебе, если ты решишь выйти из игры. Да ты умрешь. Какое прощение. Еще одна тварь. Получай, грязная тварь! Получай, грязная тварь! Хорош. Умный мальчик. Ты можешь? Хорошо. Ты не особенно-то помог. Научи. Что им? В долине Мандибул. Ты. Хрен надо. Грязная тварь, да? Ну все. Сейчас тролль становится. Короче, когда грохнем тролля, можно будет съебывать с этой локации в долину рудников. Пиздец. О, ёбаный рот.
Жесть, это хуйня огромная. Я ему хоть какой-то урон наношу. А нет! Вроде как обуз найден, но я не уверен. Эта хрень вообще получает урон? Давай, миксфайр. Да. Ох, ебать. Неплохо так дает пятюню. Дай 5. Не. Я аж улетаю. Хорош. Пиздец.
Ну что ж, я ему урон не наношу. Зато я забрал солнечное алоэ. Иду. Надо это. Acıttığım din kutlanam. Acıtan ki benim de kutlanam.
Хуйню какую-то подобрала. А? Гулла только что. Ровно пикер. Пикера ровно гулла. Він себе так спитає. Тоқтала? Как он спустился, как бы там где. О. Да. Он, конечно, большой и страшный, но такой, сука, бестолковый. Да. Его убить невозможно просто. Невозможно убить эту хрень. Или вообще, не знаю. Есть способ убить эту тварь? Блин. Кому не лень, чекните этот информации, эту хуйню вообще можно убить? Этого, ну, черного тролля этого. То я, блин, ну, здесь сейчас здесь нахожусь и думаю, чтобы не убить его. Но стреляю в него из лука, уже там, не знаю, 200 стрел выпустил, ему насрать совершенно. И хуйлиарда ударов, и он труп. Серьезно? Настолько все плохо.
Бля, ну ебанутый. Ладно, я понял. То есть это, ну, вполне себе возможно. Он даже вообще с палкой, голый, прибежал и начал хуярить его. Но это не точно, я не знаю. Может быть, он просто сильный такой. Но это не факт, что 2 минуты. Возможно, меньше, потому что, типа, у нас меч, а у него палка. Ну, не знаю, посмотрим. Должно что-то сработать, я думаю. Он здоровый, блин. Страшный. Заебись, такое время. В главном меню повернулся. Блять. Да, 2 минуты точно. Может и 5. Да, хп есть. Блин, в главном меню он еще поворачивается. Вот это вот самое ебанутое. Во время сохранения он продолжает поворачиваться. Половина хп. Блин, по СТС охотники за привидениями показывают. Прикольно. Ты что думаешь про новую часть? Мне кажется, вообще туфта какая-то выйдет. Позапрошлый фильм, точнее прошлый фильм про
Охотник за привидениями был с женщинами, сейчас с детьми. Потом, знаешь, что будет? Потом будут старики, наверное. Если не до этого, конечно, дойдут. Там будут старики, короче. Там типа полумертвый Билл Мюррей и остальные ребята. Некоторые даже, по-моему, актеры умерли уже давно. Один раз посмотреть неинтересно. Я вообще не осилил, я охуел там. Это так дико офигенно. Вот там мне одна актриса бесит конкретно. Такая вот блондинка, короче. Пучеглаза такая. Блять, нихуя не смешная, она еще строит из себя какого-то Джима Керри, нахуй. Она вообще играть не умеет. Вообще нихуя не актриса. Я хз вообще откуда она взялась. Ну вдруг она появилась, как вот это вот движение началось, вот это вот понятно. Какие она появилась. Новая часть этого охотника за привидениями. Ну это типа якобы канон. Там дети из этого очень страшного дела снимаются. По крайней мере один ребенок. Пиздец. Наконец-то. А некоторые шутки вообще тупо омерзительные. Черный тролль мертв. Отличная работа. Я не верил, что его вообще можно убить. Никогда. Да, GG. Я-то подумал, то, что его по скриптонию нельзя убить. Или типа того. Просто урон по нему не идет. Оказывается, просто стрелы. Он типа как стрел маймунный. Ну, типа шкура толстая. Типа, да, считается. Так. От удара ближнего оружия он типа еще слаб. Не то, что слаб, но может. Какая из баб. Ну, у них, да, ну там, короче, та, которая блондинка, такая, из всех самая худая, типа. Блондинка худая. Сразу поймешь, кто. Она больше всех кривляется. Да. Пиздец, просто был калечный полнейший. Я так охуевал, когда смотрел это. Вот если бы не было ее, я бы еще нормально вытерпел бы кино. Нормально было бы, наверное. Но с ней это вообще невозможно. Есть много фильмов с его участием, я их просто терпеть не могу. Мне просто вот удивляет один тот момент, то что, ну, каким местом она вообще актриса, типа, как она вообще снимается. Ладно, если бы она была клоуном, типа, ну, это еще типа куда бы ни шло, норм типа. Но, блять, актером.
Бассете. Охотничий лук, охотничий лук. Так. Подожди, у меня же лук, по-моему, похлеще, получше. А, нет даже. Мне просто интересно, темненькая на этой команде. Темненькая. Но она хз тоже такая. Она, кстати, всегда вот с этой вот снимается. Вот такое вот совпадение с этой вот блондинкой. Они вот прям вместе любят сниматься. Ну, видимо, подруги или там, не знаю, члены одного движения, так сказать. Известно какого. Скорее всего, они из одного движения. Так. Нет. Ну это тут чернокожий-то еще ладно. Но это вот, которая кривляется, она вообще не очень. И знаешь, как будто бы вот на чернокожую вот эта вот блондинка, она как будто бы на нее плохо влияет, типа вы вот плохой актер, ну плохое актерское мастерство, как будто бы ей вот это вот передает. Вот просто рядом с этой вот блондинкой, как будто все актеры становятся, ну сразу же, типа хуже. Ну, скорее всего, по одной простой причине того, что он, типа, там кринж просто начинает зашкаливать настолько жестко, что ты просто, ну, не знаю, начинаешь, не знаю, страдать физически. Ну, по крайней мере, я так страдал. Кейт Маккинон, да, Кейт Маккинон. Надо запомнить. Если вижу где-нибудь там на постере с надписью Кейт Маккинон, нет, просто начнут типа, ну все понятно. Типа по хуёвости там типа профинансированные фондом кино фильмы русские, короче, будут на первом месте. А на втором месте категории фильмов Кейт Маккинон, короче. Вот. Кейт Маккинон, короче, вот такая хуйня. Меня вообще, по сути, не волнует то, что она ей сейчас 35 лет. Я вообще не понимаю. Который мне, типа, понравился, ебать. И 46. Нормально. Меня вот как бы вообще не напрягает то, что она, типа, женщина, ничего типа того, потому что она... Меня вот напрягает то, что она играть не умеет. И то, что она вообще вот снялась вот в этом... в такой франшизе, как... Охотники за привидением, то есть она на святое посягнула, так сказать. Слава богу, на вторшаке только снимается. Керантофил. Призрачный свет.
Там ничего нет. Окей. Блять.
О, черт, это что такое? Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Пол бассейтой. Но короче, для начала надо получить артефакт один. Глаз Иноса, короче. Ну, поначалу вообще кажется, что квест простой. Пойти и предупредить паладинов, потом получить у них артефакт божественный, глаз Иноса, и потом с этим артефактом идти останавливать армию тьмы. И все. Но по ходу пьесы, конечно же, все усложняется. Усложняется и усложняется. Появляются те или иные нюансы. Например, самый охуенный нюанс — это вот то, что я не гражданин города. Чтобы стать гражданином города, вас уйдет примерно, 12 часов или около того. Если вы еще не понимаете, что делать и тому прочее. Ну а так, если с пониманием подходить, там, где-то 6 часов, наверное, уйдет у вас. Пирамида майя какая-то. Ну вообще, главный босс в этой игре, это, конечно же, дракон. Короче, главный, так сказать, злодей первой части, как злодей, главная угроза первой части — это древний монстр, древнее чудовище по имени Спящий. И он, короче, перед тем, как сдохнуть и исчезнуть в портале, приказал всем существам, монстрам идти. И все, короче, твари активировались и пошли, короче, по народ ебашить. Интересно. Тут, по сути, тоже можно всякого этого. Но беда, печаль в том, что слаб будешь ты перед лицом
опасности, так сказать. Не знаю, спидранеры, короче, вообще эту игру по сути проходят за 3 часа или типа того. Спидранеры, по-моему. Я что-то такое видел. Потому что спидран за 3 часа, по-моему, делался этой игры. Вообще сам спидран не видел. Ну вот, видимо, спидранера, как опытные челики, как-то, не знаю, обузит, видимо, главного босса. Дракона. Эй, ты! Эй ты, стоять! Что тебе нужно? Если не хочешь получить по морде, тебе лучше переложить несколько монет из своего кошелька в мой. И быстро! Я аж по людям соскучился. Ты шутишь? Я похож на шутника? Если я не увижу 20 золотых до того, как ты сделаешь шаг вперед, я прикончу тебя. Так что давай сюда денежки. Прочь с моей дороги. То есть ты по-хорошему не хочешь? У него в руке палка. Блять, что он тут делает? Он дурак вообще, что ли? Пиздец, мне его даже жалко в какой-то момент стало. Когда он достал из пояса палку. Блин, я уж подумал, что он дурачок, может быть, просто. Магический голем. Подожди-ка. У него там вещь какая-то интересная. Блин, может быть, магического голема тоже сможем проковырять? Еба. Не, ну это слишком шустрый какой-то. Как он медленно, блядь, двигается. Это так хуёво. Да блять. Вообще его заобузим легко. Нашел способ. Нож какой-то интересный там. Меч какой-то прикольный. Ебать, он меня пнул, конечно. Полет. А, просто длинный меч. Тут, видимо, магия
какую-то хуйню сделали, они взорвались, и появился еще магический голем благодаря этому. Какой-то... Какое-то магическое извержение тут случилось. Так. К алхимичке пойдем. Мне нужно научиться варить зелье. Одно охуенное. Зелье силы и зелье ловкости. Научусь варить эти зелья, я стану просто имбой. Потому что я всю игру, просто всю игру от начала до этого момента копил всякую срань по типу гоблинских ягод и... Блять, забыл как называется. Короче, то, что повышает силу и ловкость. Всем этим дерьмом, если я смогу сварить то, что я хочу сварить, я просто стану царем и господом этого мира. Надеюсь, та ведьма научит меня творить то, что я хочу. Давай. Эй, ты! Эй, ты! Я нашел солнечное алоэ. Спасибо. Теперь ты можешь спрашивать меня обо всем. Какие зелья? Так какое Эссенция мана. Какие? Так Ёбаный рот. В смысле, почему я должен учиться этому? Ладно, допустим, я хочу. Так как... Какие? Так как... Угу. Какие? Так... Эй, ты! Какие? Выбер.
Какие? Так как Какие? ты уже... Ну, подожди, сукин сын. За то, что она стояла тут и мешала мне. Это, блядь. Шла нахуй. Так. Если что, я ее просто вырубаю. Она не умирает. И все окей. Недостаточно ингредиентов. Моя голова. Интересно, чего? Ладно, хер с ним. Надеюсь, он того сейчас стоит. Сейчас посмотрим. Драконий корень. Солнечное алоэ. Ловкость плюс 5. Ловкость плюс 5. Ловкость плюс 5. И ловкость плюс 5. Нахуй. Так. Царского шевеля нет, да? По-моему. Эй, ты! Ты грубое животное. Я не... Ладно, ладно, ладно. Все. Простите, будьте добры. Эй! Какие товары ты можешь предложить мне? Выбирай. Все? Простила? Да. Так. Теперь я смогу, по-моему, юзать композитный лук. Блять, охуенно нахуй. Тупо лучший лук взял в руки. Просто самый мерзопакостно мощнейший лук. Так. Но он должен быть таким мерзопакостным. Так. Ты можешь, пожалуйста, отойди нахуй. Спасибо. Так, у меня 2 бензорки. По-моему, должно. Нету. Ладно, а что я могу сделать? О, моя голова. Значит, у меня гоблинские ягоды кончились просто. Блин, я думал, у меня просто тьма. Плюс 10 мана, плюс 10 мана, плюс 10 мана. Так, плюс 10 мана, и теперь что я могу колдовать? Мне просто колдунство до хера. Урон магии, необходимо мана 40. У меня маны 43. Так, прошу прощения. И как я это сделаю? Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Блин, мензурка кончилась. Да. Ладно, надеюсь, она не будет обижаться. Гита. О, моя голова. Все хорошо? Эй! Какие-то... Выбирай.
Мензурк. Так, солнечный алоэ тебе опять продам. Спойлер на заднем фоне. Ты что слышишь, как его? Охотника за привидением, что ли? Так. Было бы, да, хорошо. Прикинь, я бы так лечил. Стал бы известным лекарем. Просто. Нет, это не новый охотник за привидениями, это старый, ты что? А новый охотник за привидениями, он еще не вышел. Вообще, хз, когда выйдет. Не помню, когда. Ну, в следующем году, по-моему. Там, где вот дети, там прочее. Это вторая часть, если что. Охотников. Возматку надо вольную. Выключил? Да? Ну, сдохни ты уже. Камон. Нихуёвый урон. 3 выстрелов варга убивает. Нифига, блядь. Блин, вообще, да, добротно, добротно, добротно. Таким лучком я так-то, да, смогу спокойно пойти. Там ничего нет. Туда, куда мне нужно. Брось, мать. Что за посиделки у вас тут? Черт, в чем дело? Да, с 3 попаданий. Правильно, правильно. Так. Alright. Короче. Сейчас, короче, я иду к этим бомжам-наемникам. И я с ними поговорю о том, о сём.
Ghostbusters. Но Рауль мертв, что я теперь сделаю с этим? Ну как? Пока нет. Я хочу... Чему обучить? Возвращай. Эй, ты! Как де... Разве я... Сука. Какой... Ты мне... Итак. Ты... И... Ничто не изменит это. Но он настаивал, что ему лучше знать. Типа, как я говорю? Буду не спать вообще. Почему я не слышал об этом раньше? Никому это не интересно. Даже не знаю, кому верить. Это все сплетни. Я теперь даже не знаю, кому верить. Я даже не знал об этом. У меня собственное мнение на этот счет. Это было всегда очевидно. Если у тебя проблемы с волками... Не могу поверить в это. Ну, я могу обучить. Я не хочу тратить. Ты действительно веришь в это? Не говори, что ты не знал этого. Что? Эти два вида оружия, когда ты достиг... Если навык владения... Если ты... Если же ты еще раз... И почему это меня не удивляет? Я не знаю, где Эй! это так отделали. Теперь ты... Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Не могу поверить в это. Эх, разбудил. Никто ничему не учит. Эх, разбудил. Не говори, что ты не знал этого. Он сам бы никогда не додумался. Это было так, как ты сказал. Он слушал не тех людей. Какое оружие? Только лучше. Первый раз слышу. Так. Это плохой бизнес. Я теперь даже не знаю, кому верить. Я полностью с тобой согласен. Не говори, что ты не знал этого. Я уже подумывал об этом. Если все будет по-другому. Но он все время знал об этом. Он сам бы никогда не додумался. У меня собственное мнение на этот счет. Я бы сделал по-другому. Он узнал это не от меня. А, Драгомир, блин. Я забыл про него. Я не верю, что это что-то изменит. Он сам бы никогда не додумался. Почему они не слушают меня? Но он настаивал, что ему лучше знать. Я не верю, что это что-то изменит. Эй! Но он настаивал, что ему лучше знать. И как? Очень просто. Я не был Ты бы так отнес... Я уверен. знаю лорда Хагена, командующего. Я знаю, о чем он думает. Я написал ему письмо. В любом случае... Я не знаю, где Да его ты так нахуй отделали. шо. Это все сплетни. От мудак. Я не... Что? Я обалдею. вообще. Он только сейчас выдал мне письмо. Ибо, ну...
Я ж охуею. Постой такой. Эй ты, что тебе здесь нужно? Он слушал Митя. Эй! У меня... Это должно было случиться. Возможно, я говорил тебе раньше. У меня нет времени на это. Говоря... Мой отец решил, что ополчение не... Говори, что ты не знал этого. Ничего. Нападение ополчения на... Я даже не знал об этом. Покажи мне. Выбирай. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Я уже подумывал об этом. Нечего Там взять. ничего нет. Почему они не слушают меня? Я даже не знал об этом. Бедраник базма. Просто Я сам не лучше. Я бы так не смог. Блин, у меня шкура тролля, и куда его, блин, засунуть-то, в жопу, что ли? Что с ним делать-то теперь? Жопа какая. Шитал крутого тролля. Дали за это мне $1000, точнее 1000 опыта. Куда мне деваться теперь? Вот, я наш... Точно, это мой арбалет. Только... А что в этом такого? Это было очень безрассудно с твоей стороны. Но все равно спасибо. Естественно, я готов заплатить за это твои услуги. Надеюсь, этого будет достаточно? Уф. Если ты можешь заплатить. Сколько ты? 150. Пошел ты. Возможно. Если ты готов заплатить 150 золотых. Нормально. Главное, он мне эти 150 отдал за арбалет свой.
Рахабур, блин. Да еще сказал бы 200, это вообще смешно было бы. Мы несем письмо, мы несем письмо. Класс. Так, мне отсюда выбираться. Э. Блин. Что ж мне не шлось нормально по тропинке. Решил, блин, полазать по горам, по склонам, спуститься всяко разно. Ну, Масенький, ну, почему ты посмотри такой Нет. О, божественно. Блин. Ну да. О.
Сколько штук? Но я... Ну, ты... Какого ж хрена? Я... И хорошо. Корм аркарисов кожаный. Карисы. Теперь это... Ты.
костыль. Может, красиво. Я видела это сама. Я слышала другое. Все будет только хуже. Покажи мне свои товары. Кто это сказал? Мой муж думает по-другому. Я всегда это говорила. Покажи мне свои товары. Если бы я не видела это собственными глазами, все об этом знают. Кто-то должен делать это. Я не верю в это. Маленький башмаков. Я ей больше ничего не скажу. Отпусти. Правда? Отпусти. Как интересно. Я видела это сама. Я видела это сама. Все будет только хуже. О. Совсем в жизни не стало. Я всегда это говорила. Я ей больше ничего не скажу. Я слышала другое. Ему лучше заткнуться. Правда? Как интересно. Все об этом знают. Мой муж думает по-другому. Я не верю в это. Все об этом знают. Ты хочешь сказать? Кто это сказал? Мой муж думает по-другому. Это секрет. Если бы я не видела это собственными глазами, я не верю в это. Совсем в жизни не стало. Я видела это сама. Я видела это сама. Если бы я не видела это собственными глазами... Покажи мне. Почему? Сначала ты сбиваешь фермеров с пути истинного, а затем ведь теперь проваливай. Кто-то должен делать это. Покажи. Выбирай. Почти не отдыхает. Кто это сказал? Мне нужно идти. Как знать. Кто это сказал? Ему лучше заткнуться. Я слышала другое. Ничего не изменится. Не говори об этом никому. Это было так, как ты сказал. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее. Эй! Если зверь вернет
Каким... Есть несколько. Возвращай. Покажи... Но свет был пыткой для Белиара. И все, что создал Минос, было Белиаром уничтожено. Но Аданос понял, что так Я слышал другое. Не могу поверить в это. Покажи... У меня и так хватает проблем. Но он настаивал, что... Не могу поверить в это. Он все время знал об этом. Но он настаивал, что ему... Если все будет по-другому... Он не заслужил это. Покажи... Я слышал другое. Я теперь даже не знаю, кому верить. Я сам не лучше. Он все время знал об этом. Это действительно правда. Я лучше не буду вмешиваться. Это давно известно. Я принес предложение мира от наемников. Покажи! Я знаю генерала Ли. Мне также известно об обстоятельствах, при которых он был приговорен к исправительным работам в колонии. Я считаю его благородным человеком. Я готов даровать ему помилование, но только ему. Это не касается его людей. Впрочем, большинство из них отъявленные головорезы и заслуживают наказания. Я ни за что не помилую их. Можешь так и передать, Ли. Если бы я не видела это собственными глазами, я не верю в это. Эй, ты! Кто-то должен делать. Ты ищешь что-нибудь? Да, для одного из... Но не просто обычный. Где мне найти? На этом острове. А что? Яма. Я... Нельзя доверять. Покажи. Мой муж думает по-другому. Совсем в жизни не стало. Ладно, не говори мне об этом. Ему нельзя доверять. Совсем в жизни не стало. Но это ужасно. Кто-то должен делать это. Кто-то должен делать это. Все об этом знают. Вот ты маленький. Жизни не стало. Он не может угодить всем. Ему лучше заткнуться. Не говори об этом никому. Ладно, не говори мне об этом. Если бы я не видела это собственными глазами, как это типично для него, правда? Кто-то должен делать это. Но это ужасно. Кто-то должен делать это. Эй! Покажи.
Но это ужасно. Я ей больше ничего не Покажи. скажу. Не говори об этом никому. Ему нельзя доверять. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом. Я бы так... Убери оружие! У меня собственное мнение на этот счет. С этим уже ничего не поделать. Я теперь даже не знаю. Но свет был пыткой для Белия. Как это типично для него, правда? Все об этом знают. Погоди. Бай. Ты просто послушай. Он не заслужил этого. Я что-то слышал. Я даже об не этом. знал об этом. Это было так, как ты сказал. С этим ничего не поделать. Я... Что он сказал? Он сказал, что он готов даровать... Вот упрямый дурак. полностью с тобой согласен. Большинство людей... Что ты собираешься... Я должен найти другой способ вытащить нас отсюда. Вытащить свою голову из петли и бросить моих людей. Так может продолжаться. Почему ты... Как ты знаешь, но его лизоблюды предали меня, потому что я знал кое-что. Они засунули меня в эту колонию. У меня было много свободного времени. Я должен... Королю? Королю! И его прихвостням. Почему они не слушают меня?
Я слышал другое. Нам остается только ждать. Какое оружие? Только Я полностью с тобой согласен. Это было так, как ты сказал. И почему это меня не удивляет? Не нужно верить всему, что говорят. Это не новость. Я что-то слышал об этом. Если он этого если все будет я ничем не могу помочь. Я даже не знал об этом. Это еще не все, поверь мне. Где ты это услышал? Никто ничему не учится у меня. Он настаивал, что ему лучше знать. Это Я не тоже новость. так считаю. Нам остается только ждать. Он Ничего, все время это знал об этом. действительно правда. Ты действительно веришь в это? Знаю, где его так отделали. Как может продолжаться вечность? Эй, ты! Что ты... Стерегу! Несколько... Забудь. Подожди, обычно...
Эй! Все в порядке. Чем ты? Ну, чем? На что? Интересно. Они около 10 футов высотой, волосатые. Ты можешь? Конечно. Я хочу бы... Эй, ты! Он сам так решил. Это именно так, как я сказал. На твоем месте я бы этого не делал. Лучше не говори, не надо. Я тоже так считаю. Тебе не стоит спрашивать. Так может продолжаться вечность. Просто послушай, что он говорит.
Я раз... Ты... Но я все равно... Это все... Как дела? Хорошо. Когда захочешь, если у тебя... Если ты заплатишь, можешь выбрать... Кто такой? Почему они не слушают меня? Это было всегда очевидно. Эй! Я даже не знал об этом. Покажи. Выбирай. Нужно верить всему, что говорят. Я что-то слышал об этом. Я полностью с тобой согласен. У меня и так хватает проблем. Я не верю, что это что-то изменит. Это все сплетни. Это не мои проблемы. Пойди туда, сделай Никому не интересно мое мнение. Пойди туда, сделай это. Никому это не Кто сказал тебе это? Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Я лучше не буду вмешиваться. Я лучше не буду вмешиваться. Так может продолжаться вечность. Тебе должно быть Он жаль сам эту так решил. беднягу. Это все слух. Некоторые проблемы Он думает, решаются это сами так собой. просто. Тоже мне. Нет ничего нового. Некоторые проблемы Пойди решаются туда, сами сделай собой. это. Как будто у меня без того проблем не хватает. Эй, ты! Вот еда, как ты просил. Фантастика. Научи. Что ты хочешь? Возвращайся.
Эй, ты! Что-то лагает. Не в тему. Перезапуск.
Давай, отмирай. Плохо, да? Этот ужасный зверь мертв, я полагаю. Теперь я опять могу охотиться спокойно. Вот деньги, что я обещал тебе. Эй, ты! Как охота? Мне не на что. Чему? Это за...
А где переход, я не понял. Куда переход делся-то? Блин. Ты уверен, что хочешь пойти туда? Боюсь, далеко ты не уйдешь. Там орки. Если есть путь в долину рудников, я найду его. Хорошо, тогда иди. Иди с Иносом. Как обстановка? Все спокойно.
Ебать, это что за движения долбоеба были нахуй? Засуну-ка я, блядь, меч обратно. Нет, вытащу. Не засуну, вытащу. Засуну, вытащу. Бля. Ты заебал. Ой. Угу.
Мгм. Что ты, сука, делаешь, блядь?
Нечего взять. Еще одна тварь!
Спасибо. Бля. Ты, сука, ёбаный урод, тупой нахуй. Да. Думаю, что сможем. Мне кажется, игра близится к концу уже. Более-менее, не знаю. А сколько в Готике частей? Готика 2 там типа уже сколько, на сколько частей делится? И сейчас есть еще на второй. Что хуево? Блять, сука, ёбаная шлюха. Но я думаю, то, что надо на третьей закончится. Либо если будут другие части, то они будут короткие. Ты, блядь, мразь! Хули он, блядь, вытаскивает рапиру эту ебучую, блядь. И потом засовывает обратно, нахуй. Вот нахуй он это делает, блядь. Вот нахуя, объясни мне, блядь. Вообще ни одну кнопку не нажимаю, когда, блядь, вытаскиваю рапиру эту строченую. Я в аху, блядь. Перед ним, блядь, ебаный орк, нахуй. Он, блядь, рапиру засовывает обратно, блядь. Ебать. Ну, я вот сам не помню, как оно было. Но там что-то было, короче. Не помню, как оно было, но там что-то было, да. Капец, я много орков, конечно, вальнул. Так. Походу,
Воины эти, орки-воины, они бесконечные, там спаунятся, походу, нон-стоп. Прям очень такое большое подозрение, потому что я тут... Дохуя орков уже положил. Ладно, блять. Да, пойдем по этой пещере. Ты, может, хуйня попадешь, будь добр, то попади, да. Спасибо. Слишком симпатичный посмат. Что за кино? О, черт.
Охренеть, там драконов до хера. Че, не показывала, что ли? Блин. Короче, там это... Не, ну я вообще ничего не манипулировал. Там, короче, сама не показывала на игра. Ну, короче, там... На ванпост ополченцев упали до дракона. Все убиты, загорело все. Ну, такое... Это было супер-супер страшно. Целых 2 дракона убило всех просто. Да, драконов 2. Это печально. Печально, что черный экран был. Я думал, все видно. Пиздец темно. Отстой, отстой. Блин, а им какое доказательство-то нести? Это что за бред-то? Какое нахрен доказательство амнистии? Блять, охуенно просто. Уж хорошо убивает-то. Так. Так, Корк воин был один, да? А, вот еще один. Я обалдел, выше обалдел. Почему ночь-то? Дайте день. Ну уж попади, хуйня, пожалуйста. Блять, в рот ебись. Пойми вообще. Как это работает, нахуй?
Блядь, вы хули такие ловкие стали-то? Только паркурные орки. Паркурные орки. Полный кожаный кошелек. И что там, косарь? Старый кожаный, говорит, кошелек Диего. Окей. Дробитель камней. Да, это проход. Лол. Ой, блядь, ты в смысле? Прогресс солидный. Спасибо. Я старался. И именно ты вот в деревяшку упадешь, да?
Пизда вообще, ебать. Меньше трети? Серьезно? Меньше трети? Я в ахуе, товарищи. Так я... Подождите. Я Готику вторую проходил уже. И сколько в нее играл-то, интересно? Охуеть. «60 часов? Серьезно? Не, ну там потом, кажется, побыстрее можно будет пробежать, мне кажется. Ну, тупо кажется. Оу. Ага. Ну беги ты, шлюха тупая. Ну если чисто сюжет делать, то конечно быстрее. Блять, это вообще нереально. Что за хуйня здесь происходит? Пиздец. Я-то думал. Это, подождите, а как это... Как так получилось, что я... Я вот... А как так получилось, что я вообще проходил эту игру, нет? Я же вроде... Черт. Я вообще представить не могу. Сколько я играл-то тогда эту игру? Давайте-ка мы устроим тут небольшую зачистку. Да убей ты его, ёбаный ты рот! Как это работает, нахуй? Ну... вот этот процент, да, вот стрелок 30, там боец 30, это вероятность моего попадания 30% или что это? Я малость не понимаю эти цифры. Типа их предназначение, типа, ну... Это малость так странно сделано. О, я попадаю по этому мудаку. Ну уже, камон, умри. Пипец, как он пулеметит своим фаерболом.
Так, хорошо. Шаманов вольнул. Остались воины. Ну уже, ублюдок, умри. Спасибо большое. Ускорите пяти. Ускорите пяти. Сколько я орков тут завалил сейчас? Да, подошел. А он не подошел, он меня убил. Да. Блин, ты мудак. Давай. О, блять, сколько орков я вольнул. Есть зелье хотя бы какое-то, блин, простое зелье ускорения. Мензурка бы мне. О, руна. Нормально. Не, я спать не буду. В этом весь план. Это мой план. Так.
Гарондом. Командующий Гарондом. А где командующий Гаронд? Я что-то не выкупаю. Да. Ну хотя бы день начался. Что-то видно будет. То есть я с того места, где я вышел с пещеры, двигался на выход с той локации вот сюда. А если пойти в другую, ну все понятно, все понятно. Твою мать. Бригаду посмотри. Внезапно. Это что за свиток такой? Малая огненная буря. Буря. Мне бы стрел побольше. Жесть, стрелы кончаются. А я думал, они у меня никогда не кончатся. Мне их так дохера было. Около 500. Когда я только вот в рудник заходил. Вот это я понимаю. Видно, все понятно. Более-менее. Я сегодня вечером буду проходить через Орден Магов Огня. Приглашаю всех на просмотр. Будем подметать кельи, монах, ходить на утреннюю молитву Инноса. Представляю себе. Подметать. Ужас. Да, зрелище для самых выносливых, так сказать. Блин, вот сюда всего лишь надо было пойти, вот в эту сторону. И в ахуе, товарищ. Драконий снайпер. Блин, этих драконий снайперов еще до хера, оказывается. Это что, паладин мертвый? Меч паладина. Святой свет. Старая монета. Беда, печаль, печаль, беда. Любуйся.
Ништяк. Ловок опытен. Ну я у этой, как ее звали? Короче, ведьма есть одна в пещере, как ее Сагита, по-моему, Сагита, да, что-то такое. Она мне сказала пойти в дерьме у черного тролля покопаться и там найти солнечное алоэ. Ну вот, я нашел солнечное алоэ и тролля убил. Джарга. Что ты здесь делаешь? Я пришел из замка. Меня послали поискать пропавших и разведать эту местность. Пропавших? Некоторые сбежали, когда на И нас так напали. истосковался по Большинству из них человеческому не удалось разговору. выжить. Это неудивительно. Но все же, если кому-то удалось выжить, я должен привести их назад. А то слишком долгое время я слышал. Апа-ча-ча, Ты апа-ча-ча. можешь помочь мне пробраться в замок? Конечно. Но ты должен, если тебе удастся добраться до замка, поговори с паладином Ориком. Скажи ему, что его брат погиб здесь, у прохода. Ну, я видел его. Что мне нужно знать об этой местности? Если ты хочешь выжить, эти зеленокожие твари взяли замок в кольцо уже несколько недель назад. К тому же где-то здесь спрятались драконы. Вся долина рудников кишит орками. Куда бы ты ни направился, ты рискуешь нарваться на них. Не проблема. Прежде всего, забудь о прямой дороге. Но если ты обойдешь замок, тебе лучше держаться подальше. Обойти Орки установили таран за замком. Ты можешь сделать... У тебя может... Вся долина рудников... Ладно, Джиганда. Спасибо. Так, вот замок стоит, да? Ну же, попадись, ёб твою мать. Ай, нахер. Иди сюда. Сиськи мяти. Не, ну это явно не вариант. И слишком много. В одну кучу еще собрались. Сволочи. Так. Так, что так много луркеров-то? Подозреваю, что-то круче композитного лука, да, будет еще. Если да, то это было бы круто очень. Блин, если еще так дохера контента в этой игре, то обязан дать тупо лук покруче. Блять, короче, умение стрелять надо повышать. Я заколебался промахиваться.
Да ну попади ты в кого-нибудь. Черного уже на изичах убивает. Виток. Всегда есть возможность стать сильнее и даже победить тролля. А мы чуть черного тролля убили. Долго ковыряли, конечно, но... А тролли вообще легкие, по сути. Ну, просто сзади них бегаешь все время и ковыряешь его ударами. Сложнее всегда вот с... не знаю. Как я считаю, да, уже черного тролля убили. Как я считаю, вот... сложнее всего с орками драться. Ох, эти любитель соусы. Да, да. К сожалению, мы такие. Я человек простой, вижу огромную черную хуйню, бегу на нее. Тролль же легкий. Не, ну поначалу я, конечно, не понимал. Был бред какой-то типа и тому прочее. В плане того, что, ну, типа... У него отстрел, типа, дамаг не шел. И вообще... Я вот начал было думать то, что он... Ну, по скрипту, типа, бессмертный. Какой-то. Оказывается, нет. Можно мечом заковырять его. Если урон у оружия меньше показателей брони, она наносит 1 единицу урона. Ага. У меня сейчас появилась ебанутая идея, но я его не знаю, осуществить его или нет. Ай, вперед! Энерик довольный. Так. Значит, вот он мой замок, да? Угу.
А там чё? Просто стена, вдоль которой орки, я понял. Послезавтра посмотрим, как или 28-го. Ну давай, попади, собака вонючая. А хотя подожди, нет, с ними надо иначе. Со снайперами по-другому. Они, благо, легко агрятся. Черт, с 2 попаданий. Надо беречь стрелы, капец, как беречь. Так. Аквамарин, шкура тролля, снайпер трава. Ну, неплохо, неплохо.
ясно, короче. Я вон через эти ворота должен пробежать, видимо. Блин, ну немного не тот план. Суки. Вынудили меня нахуй. Хотя, подожди. Сейчас пещеру зачистить надо. Это был... Без магика. Так, давайте чекнем, что там наверху, потом по плану побегу. План врыв называется. Жесткий врыв. 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 Должны ворваться жестко быстро, четко. Вот.
Алнат. Yeah. Öğrenirim. От этого будут одни проблемы. Эй, ты! Тебе крупно повезло, когда ты пробирался сюда. Я чуть не застрелил тебя. Тогда, наверное, я должен радоваться, что у тебя такой острый глаз. Не стоит трепаться попусту. Поговори с Сингратом, если тебе что-нибудь нужно. Эй, ты! Что тебе нужно? Я... Хорошо, и что? Ты можешь научить? Ты уже знаешь, и ты сможешь ковать больше. Как раб? Это... Эй, Парлав! Затачивай эти мечи получше. Это было очевидно. Ты можешь сделать... У меня нет времени на это. Могу я... У меня много... Тогда Парлав... Я даже не знал. Как... Эй, ты! Привет. Ну а как по-твоему? Я провел целый день заточен, а вчера Энгора или нас всех... Кто такой? Энгор заведует провизией и выдает, конечно, с... А ты не можешь... За те грош... Где мне? В доме рыб. Что, но... Этот чертов Энгор... Я знал, что Это действительно правда. не могу поверить. Эй! Ах, ты тот парень. Да. Только не думаешь, но если... Ты... Это так. Если тебе... Может, я смогу помочь тебе? Конечно, почему нет? Так что нужно сделать? Наши запасы продовольствия Так что если сможешь раздобыть мясо, сырое или приготовленное... Не волнуй. 2 дю... Эй! Вот. Для начала... Покажи.
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Это было очевидно. Стой! Ты кто такой? Вопрос не в том, кто я такой, а откуда я пришел. А пришел я через проход. Ты все еще хочешь остановить меня, или, может, я все же пройду? Ну откуда же я мог знать? Конечно же, ты можешь пройти. Эй! Руки прочь от моей... Я отвечаю. Кто назначил? Командую. И за что? Ну, между... Есть какие? Если... Откуда ты взялся? Ты не из старателей, и ты не один из моих людей. Так кто же ты? Я пришел через проход. Через проход? Ты действительно прошел там? О, Инос всемогущий. Я задаю себе вопрос, зачем наемнику проделывать такой путь? Что ты делаешь здесь? Я пришел от лорда Хагена. Он хочет, чтобы я представил ему доказательства присутствия здесь драконов. Так ты пришел, чтобы получить эти доказательства и исчезнуть опять? Да, именно на это я и рассчитывал. Так ему нужны доказательства? Он может получить их. Но я не могу отправить тебя назад к лорду Хагену, не предоставив ему информацию о руде. Послушай, лорд Хаген должен узнать все о ситуации здесь и о том, сколько руды удалось нам добыть. Хорошо. И что ты хочешь, чтобы я сделал? У нас здесь в долине 3 отряда старателей, но я еще не получил от них ни одного куска руды. Посети все 3 шахты и доложи мне, сколько руды они добыли. После этого я дам тебе письмо, которое ты отнесешь лорду Хагену. Ну, хорошо. Похоже, у меня нет выбора. Сколько ты заплатишь мне за эту работу? Я не торгуюсь с вами, наемниками. Ох, ладно, похоже, у меня нет выбора. Я заплачу тебе 500 золотых, если ты выполнишь мое задание. Как обстановка? Ты должен найти наши шахты. Где мне найти эти шахты? Вот, возьми эту карту. На ней Если у тебя есть еще вопросы... Что ты можешь рассказать мне о старателях? Я отправил все 3 отряда. Их возглавили Маркос, Фадж, группа Марка, другие 2 Джерг. Как Мы окружены, но значит еще. Ты знаешь? Через долину держись по... Сколько всего? Мы не знаем, сколько их всего. Но больше одного это то. Но и это еще не все. Не стоит об... Каковы ты? Я офицер. Мы последний. Это наш дом. Я... Будь осторожен. Если тебе... У меня есть известие. Что за известие? Твой брат мертв. Он погиб у прохода. Мой брат Инос подвергает меня суровым испытаниям. Но он погиб, как его слуга. Это новость. Стрела, пронзившая. Ты должен...
Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Я не был бы так уверен. Я не уверен, что это что-то изменит. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Он Я все время больше не знал хочу об этом. слышать об этом. И почему я Это не было слышал так, об как этом ты раньше? сказал. Первый раз Это слышу. абсолютно очевидно. Он все время знал об этом. Я знал, что это будет проблемой. Это всё Первый раз слухи. слышу об этом. Нам остается только ждать. Ничто Не не говори, изменит что ты не этого. знал этого. Никому Тебе не не стоит интересно. спрашивать меня об этом. И почему Я не что-то слышал слышал об раньше? этом. Я Тебе что-то должно быть слышал об жаль этом. этого беднягу. Не говори, что ты не знал этого. Ты уже знаешь, что я думаю. От этого Он будут узнал одни это не проблемы. от меня. У меня Посмотрим, собственное что будет мнение. дальше. Это именно Он так, узнал как это я не от... Что тебе здесь надо, а? Тебе не стоит спрашивать. Ничего не знал. На твоем месте я бы этого не делал. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Ему стоило 100 раз подумать. Ему стоило лучше подумать. Скажи мне, что это не так. Это ничего не изменит. Скажи. Я тоже так считаю. Посмотрим, что будет дальше.
Этого я тебе сказать не могу. На твоем месте я бы этого не делал. Никто ничего не хочет знать. Почему я не слышал об этом раньше? Ему стоило 100 раз подумать. Как будто у меня без того проблем не хватает. Так может продолжаться вечно. Они лупят друг друга. Ходят разные слухи. Это правда. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Прочь! Это должно было случиться. На твоем месте... Прекрати! Он думает, это так просто. Нет ничего нового. Я бы так не смог. Это именно так, как я сказал. Я бы так не смог. Как будто у меня без того проблем не хватает. На это не стоит надеяться. От этого будут одни проблемы больше. Ты просто послушай. Я тебя еще достану. Ты просто послушай. Это не секрет. На твоем месте я бы этого не делал. Я даже не знал об Верить этом. всему, что говорят. Эй, ты! Откуда ты взялся? Я... Я... Сколько ты... Я... О, Как обстановка? ты должен найти наши шахты. Мне очень нужны новости о том, как обстоят дела с добычей руды. Где мне... А вот Как ты... Я тебе заслужил этого. Кому верить? Е- Если